Привет, друзья! Сегодня у нас четверг и выход в аккаунте Art Kustovo School, потому что я решила немножко снизить активность в основном после того, как он пропал. Ну, собственно, и здесь все-таки аккаунт школы, поэтому образовательная программа у нас немножко, да, может быть, как раз здесь. И знаю, что нас будет немного с вами сегодня, но немного, зато эффективно, да? Поэтому напишите меня, как меня слышно, видно, все ли хорошо. Даже, да, будет непривычно, я готова к тому, что нас сегодня немного в эфире, но я думаю, что кто еще смотрит после, обязательно посмотрит. У нас сегодня с вами будут деревья, и это предпоследний в этом сезоне урок. Последний будет по мостам, арочным конструкциям, но, наверное, я отдельно скажу время, когда он будет, потому что на следующей неделе я буду активно записывать новые курсы для школы. Вот, немножко расскажу сейчас про школу. Добрый день, отлично, очень рада вам. В школе уже с 15 декабря стартует марафон, точнее марафон сам будет с 1 января, а стартовать продажи будут с 15 числа, чтобы все можно было посмотреть, изучить, принять решение, ну, собственно, и участвовать в марафоне. Марафон пройдет с 1 по 16 января, 2 недели, даже чуть больше, да, и можно будет, там будет 4 урока, марафон называется «Свет и тень». Мы будем работать с большими теневыми фрагментами, с освещенными и изучать, как же раскрепоститься, как же быть более смелым в акварели. И я подготовила, ну, действительно, такие интересные уроки. Марафон будет на 2 недели 990 рублей. Если вы хотите купить его навсегда, то это тоже можно будет сделать, это будет 1990, и можно будет еще и с моей проверкой. Вот, поэтому кто уже оценил проверку, проработал этот предыдущий, да, вот наш капли на стекле, да, всем привет, тот знает, что ну, собственно, проверка у меня такая дотошная, внимательная, поэтому, в принципе... Но, естественно, проверка будет присутствовать только для тех, кто купит его навсегда, потому что проверка чуть дольше, чем 2 недели. Вот. Так что уже совсем скоро вас ждет новое обучение. Интересное, и я думаю, что каждый сможет для себя найти новое и погрузиться в этот творческий мир на 4 урока. Они не новогодние, но они очень нужные, потому что работа с большими темными фрагментами, она всегда такая, знаете, сложная. Мы не знаем, что в ней сделать, ну вот... Вроде бы контрсветный пейзаж так тянет, вот этот вот свет светит нам в глаза, все вокруг темное, и это притягивает. А когда начинаешь рисовать, что же вот в этом огромном темном фрагменте сделать? Ну, просто его залить темным? Ну, наверное, нет. А как вот с ним работать? Вот как раз про это и марафон. Потому что там будет 4 урока на разные темы, и зелень в том числе, которую сегодня мы с вами немножко разберем, и город, конечно же, и разные такие интересные архитектурные элементы тоже. Вот. Так что, ну что ж, рада вам всем, спасибо. Да, ситуация с аккаунтом была, конечно, очень неожиданная, но видите, как случается у меня... Собственно, двухфакторная аутентификация, как это, идентификация, там все, и привязано все к Фейсбуку, и вообще все, но это никак не помогло. То ли кто-то пожаловался, то ли там какие-то боты или что-то еще произошло, то ли, ну, не знаю. В общем, никакой разумной логике это не поддается. Вот. И, соответственно, я прям улетела в бан, причем улетела таким образом, что аккаунт исчез.
И подтвердить свою личность не было никакой возможности, потому что когда на всех там у Меты есть такая возможность, то есть напишите, если вас заблокировали, там, пожалуйтесь, надо указать аккаунт. Ты указываешь аккаунт, и, собственно, они пишут, а такого аккаунта нету. Вот, и в этом был весь подвох, потому что как бы отсутствие, собственно, такого аккаунта. Вот, и у меня был немножко такой шок в том плане, что как меня стерли. Ну, то есть взяли и удалили отовсюду, соответственно, все упоминания, все вот эти связки, даже внутри, там, комментарии и так далее, все просто исчезло. И реально, мне кажется, если это продлилось дольше, то у меня бы уже тоже было такое ощущение, что, может быть, это действительно я придумала вот эти 7 лет. Но правда, это на самом деле психологически такой сложный момент получается, потому что здесь даже, ну, понятно, ценность там истории, там всего. Здесь вопрос, что просто пришли, взяли твое, то, что тобой наработано долго, забрали, и ты еще должен доказать, что это твое, так ты еще и доказать не можешь. Вот это прям, вот конечно, такой сложный психологический момент, потому что, ну, мне пришлось потрудиться. Причем смс-ки не приходили никуда, и только благодаря, мне кажется, жалобам так получилось. То есть я отправляла, там есть последняя возможность отправить смс. Смс не приходили ни на российские номера, ни на иностранные. И вот когда все начали жаловаться, и я не знаю как, то есть я уже спрашивала просто у тех, у кого случалась подобная история, и мне сказали, что вот мы начали жаловаться, и как бы ничего типа физически не произошло, но получилось так, что смс-ка наконец-то отправилась. То есть они ничего не прислали, но вот этот вот момент случился. То есть, а там такая история, что раз в 24 часа можно отправить смс. То есть ты как бы типа тыкнул, и все, она не пришла, и еще ждешь 24 часа, еще как бы тыкнул. Ну, в общем, такая засада. И когда все начали писать, спасибо вам огромное, потому что эта поддержка сработала, то есть наконец-то эта смс отправилась, то есть на мой аккаунт обратили внимание, потому что он просто, ну, физически. И она наконец-то, да, пришла, потом мне нужно было подтвердить свою личность, мне нужно было отправить селфи, ну, там, с кодами, в общем, всякая такая история, и потом еще ждать, и через вот как бы как раз вернулся аккаунт. Ну, это произошло в течение вчерашнего дня, прям довольно быстро, но вот 5 дней до этого. Это я просто рассказываю историю, чтобы уже рассказать ее один раз. Вот, и если у кого-то будут вопросы, чтобы можно было просто сюда ссылку направить, потому что на самом деле, ну, как бы не очень приятно. Так, всем привет, привет, да, друзья. Знаю, что нас немного сегодня, но вы пишите, пожалуйста. Это у нас, считайте, индивидуальная консультация. Я все читаю, взаимодействую с вами. Вот, видите, сказала, пишите сразу. Вот, шучу. И у нас действительно сегодня интересная тема. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пока я немножко жду и начну где-то через минут 5. Вот. И у нас с вами деревья, потому что вот предыдущие уроки были про все составляющие городского пейзажа, начиная от архитектуры, и машины, и люди. И вот прошлый урок, он такой, вроде кажется неважный, но он связующий. И кто не смотрел, обязательно посмотрите, потому что там у нас фонари, и мы как бы связываем все эти элементы воедино, начинаем выстраивать, понимать, как элементы располагаются относительно линии горизонта. И как раз деревья нам тоже очень сильно пригодятся. Ну и последний урок, он, грубо говоря, такой бонусный, больше про арочные конструкции. Это не считается самым таким основным, конечно, для городского пейзажа. Это больше такой задание со звездочкой, но тоже интересный. Как это строить, чтобы не получать дурацкие ошибки. Собственно, мы вот как раз про это. Ой, вижу, что все тут присоединяются. Так приятно. Так приятно. Да. Ну, все-таки аккаунт образовательный, в общем-то, и поэтому
в школе мы встречаемся. Вот. Надеюсь, что у ваши дела и настроение хорошее, и хотя бы сейчас творческое к Новому году. Рисуете ли вы, скажите, какие-то марафоны, что-то ли вы делаете? Очень даже интересно. Вот. У меня, кстати, Кустово Travel, я как, правда, спонсор, участвую тоже в марафоне, который чудесные художники перед Новым годом делают, и будут разыгрываться планшеты от Кустово Travel, так что, если вам интересно, то можете зайти в аккаунт, Travel аккаунт, там, собственно, и рассказывается, там бесплатные уроки, также небольшие и на зимние темы, вот, кто хочет рисовать. Ну, собственно, вот, буду рада, если вы будете писать какие-то вопросы, потому что, как я уже говорила, что не бойтесь, там даже привет, даже что-то, то есть, во-первых, потом все равно не останется этих вопросов, и чьи вопросы я зачитываю, их нет, так что можете не переживать. Добрый день, Анастасия. Это ужасно, когда крадут твое, особенно интеллектуальное, когда не можешь доказать, что создал ты. Да, причем, знаете, это самый такой глупый момент в том, что там мои фото, там как бы я, мои работы, и при этом еще нужно как бы вот это все доказать, то есть даже связано с моим аккаунтом на Facebook, даже связано с моими другими аккаунтами. То есть как бы вроде бы все должно там двухфакторка защитить, но нет. И, конечно, да, это такой вот неприятный момент, который заставляет, конечно, задуматься. Ну, у меня были все этапы переживания потери, как говорится. Но самое главное, что я поняла про поддержку. На самом деле, очень все просто. У всех, видите, свои какие-то сложности. Я тоже человек. У меня, например, сложность была попросить помощи. Я всегда, всю жизнь привыкла справляться самостоятельно. Я редко рассказываю о каких-то своих сложностях в жизни или редко рассказываю. То есть вы знаете, как бы есть такая картинка, то есть вот я тут рисую все, а каких-то сложностях нет, я рассказываю в процессе, но личной жизни я не делюсь. И это просто потому, что, ну, вот мне важно это оставлять для себя. Вот такой я человек. Это не значит, что я с вами не открыта. Я открыта, но в плане работы, да, в плане творчества. Здесь все полностью, да, без остатка. Но вот поэтому какие-то такие, там, не знаю, какие-то сложности я всегда привыкла решать сама или там внутри с очень близкими людьми. И здесь я 3 дня, значит, решала сама и поняла, что я как бы не справляюсь. И для меня самое сложное в этой ситуации было, как ни странно, это попросить помощи. Причем сразу начали писать, я получала кучу не очень лестных, как ни странно, да, комментариев там в директ и в целом куда-то в закрытые сообщения меня, что там это, там, не знаю, и как-то, знаете, и было, ну, я же просто прошу помощи, а почему-то все относятся как будто бы, ну, ты какой-то чужой человек, там, не знаю, блогер, да это вообще все не важно, да вы там бросьте, и вообще все, и поэтому я вчера написала в Телеграм пост просто про эмпатию, да, про умение сопереживать другому человеку, даже если для вас это не важно, это не значит, что это может быть не важно для другого. И вот это сопереживание, мне кажется, одним из самых важных качеств сейчас. То есть, да, я могу не понимать что-то, потому что со мной такого не случалось, но я сопереживаю человеку, потому что для него это важно, и если он мне не безразличен, то я стараюсь понять его чувства, потому что иначе это все такие какие-то отговорки, ну, типа, моя хата с краю, ничего не знаю, не со мной, слава богу, и там, ну, то есть, как бы, и получается, что легко говорить, когда ты не в процессе, то есть, да, там, мне советовали все, что угодно, и бросить, и зачем вам вообще Инстаграм, и зачем вам вообще это мета, и это все там, не знаю, вражеские захватчики, в общем, просто какой-то, и я говорю, ну, это просто мой труд, я, как бы, пытаюсь сохранить свое, да.
И потом, ну, в общем-то, все и про там ждать кучу дней, в общем-то, и ждите, не ждите, и вообще вы, наверное, сами все удалили, чтобы там, не знаю, в общем, я начиталась, хотя вроде бы, да, я человек, который, ну не политический деятель, не какой-то, там, не знаю, не веду какой-то такой деятельности. Я просто вот преподаю, рассказываю и делюсь с вами своим творчеством и, собственно, про творчество. И, конечно, знаете, вот эта ситуация, ну, как и многие ситуации, наверное, в последнее там время, она опять вскрывает в очередной раз как бы людей и отношения, потому что, ну, вроде бы, да, то есть какую-то, я не знаю, зависть, злобу, и ты сразу видишь, а кто просто добрый, органичный, кто, не знаю, потратил свои 5 минут, там, не знаю, пожаловался, помог. Это же вот, ну, вот сразу видно и сразу ощущается. Так, Динара, привет. Да, привет, друзья. Вижу. Настя, вчера в черном ты тоже была прекрасна. Спасибо. Но у меня, видимо, традиционный. Я черный тоже хорошо. Ну, черный у меня домашний, вот, но у меня традиционный розовенький для эфиров. Ну, как этот такой. Вот. Сегодня, кстати, праздник День художника, по-моему, насколько я помню. Так что я вас всех от души поздравляю, всех причастных, всех творческих и желаю вам вдохновения и не отчаиваться, не переживать ни по какому поводу, а просто двигаться вперед к своей мечте, потому что если вам это приносит радость, то за это уже стоит бороться. Вот, разными способами. Надеюсь, что как бы бороться в хорошем смысле, то есть даже с самим собой, знаете, сражаться каждый день, чтобы стать чуть лучше. Вот. Побольше бы таких интересных аккаунтов, с интересом слежу. Спасибо большое, спасибо. С праздником, спасибо. Вот, да, спасибо, друзья, очень приятно. И вот как раз, понимаете, какой-то просто человечность, да, здесь про это, потому что кто-то мне, знаете, это, ну, я правда, я сейчас говорю абсолютно откровенно, кто-то писал, ну, зачем это вам, вот есть там площадки, там, вот, Телеграм, и мы вообще никогда ваш Инстаграм, мол, не смотрели. Я думаю, так, а эфиры-то? Вот, а эфиры смотрят, но они же не из воздуха. Они происходят здесь, они происходят в том формате, в котором, ну, как бы мне комфортно. Но почему-то никто не задумывается, да, и не стараются поставить себя на место человека. Это грустно. Поэтому, конечно, я считаю это важным. Ну, просто эмпатия человеческая. Анастасия, если можно, покажите еще раз лавочку в построении. Именно не понимаю, как строить подлокотники и ножки, спинка и сиденье поняла, как начинают элементы дорисовывать, все выглядит смешно. Смотрите, давайте так, я сегодня не буду к этому возвращаться. Значит, абсолютно так же вы не относитесь к ним как к подлокотникам и ножкам. Они также строятся по перспективе, как и все остальное, да. И есть перспектива угловая. Если ваша лавочка чуть развернута, то они идут в другую точку схода, где-то далеко в листе. А чтобы это понять, надо измерить. То есть нужно вам взять и посмотреть угол наклона. Почему-то мы думаем, что мы должны это как-то знать из головы. Нет, в каждом конкретном случае, каждая конкретная лавочка будет... У нее могут быть наклонные перила, у нее могут быть прямые перила. И вот этот угол или построение, оно будет зависеть. Необходимо научиться работать с натурой. Необходимо научиться измерять и смотреть, сверять углы наклона. Это происходит абсолютно так же в пространстве всегда, когда вы стоите на пленэре. То есть нет такого, что я вам советую, вот с референса взял угол это, а на пленэре все такие гении. Просто все про это забывают. Когда человек опытный, я этот угол уже просто могу, мне ничего не надо мерить. Но для начала все меряется. Геометрия на плоскости, геометрия в пространстве. Вижу наклонную линию, ставлю вот так вот линию, да, вот как она у меня там наклоняется. Ну, не знаю, в случае лавочки, окей, вот так вот. Но не вот так вот, не выстреливаю, а как будто бы у меня здесь стекло.
упираю в стекло, закрывая один глаз. Можно это сделать, только закрыв один глаз, потому что два глаза 3D изображение, один глаз 2D изображение. Вот нам надо превратить в 2D. То есть я закрываю, ну вот у меня сейчас плоскость стола, я сразу вижу угол наклона. Я беру, упираю в другую линию и вот так вот наклоняю на лист. И тем самым геометрия на плоскости, геометрия из пространственной превращается в плоскостную. Я беру, то есть я наклонила, на лист положила и провожу эту линию по той, которая у меня получилась. То есть вне зависимости от того, происходит ли это у вас с референсом, происходит ли это с натурой. То есть здание идет, я вижу, здания идут на меня, перспектива. Как мне понять эту линию, как мне ее измерить? Ну вот представьте, по сути, что я делаю? Вот у меня линия перспективная, вот вы ее сейчас видите, поэтому я могу к ней приложить, да, вот я ее тут расчесываю. Значит, я как будто бы закрываю глаз, прикладываю к этой линии, измеряю угол наклона. То есть я что беру, упираю в горизонталь, закрываю глаз и понимаю, что не вот так вот она у меня просто в плоскости. То есть здесь стена, как будто бы стеклянная стена. Я ее вот так вот беру, упираю, то есть я сейчас говорю про линию потолка, которая надо мной. Упираю в горизонт. Для чего это делается? Для того, чтобы вы пока несли до листа, вы ее не изменили. То есть так, и вы, получается, что сделали? Измерили вот этот угол. И когда вы это развернете на плоскость, угол абсолютно останется тот же. То есть еще раз, да? Вот так вот вы, представляю, что я, допустим, развернута в другую сторону. Я измерила, вот оно, в 2D. Я просто сняла угол с пространства. Закрывая глаз, потому что если глаз не закрывать, вам захочется вытянуть эту линию туда, куда-то ее сделать. А нам ее туда не надо. У нас как будто бы 2 измерения, не 3. Вот так вот. Закрыли, развернули, положили. И прочертили. И вот этот угол, он сохраняется. Это геометрия 7 класс. Возвращаемся в школьную программу, те, кто пропустили и забыли. Вот, получается, что если у вас лавочка, здание, не знаю, любые объекты подчиняются линейной перспективе. Все, что находится в этом мире, все подчиняется линейной перспективе. Потому что был вопрос, а что, и лавочка, и люди, и кусты, и деревья, и, не знаю, и все подчиняется линейной перспективе. У вас даже если бабочка будет лететь вот сюда, то и их будет несколько бабочек, и они все строятся, их размеры строятся в соответствии с линейной перспективой. То есть у нас все это зависит. И чтобы нам это понять, нам надо научиться измерять. То есть мне также было в ВК, мне написали, я не знала, что нужно мерить, никогда ничего в жизни не мерила и вообще считала это, грубо говоря, читерством, да, по современному языку. То есть считала это, как будто бы я что-то делаю не так и нечестно. И тут я просто, знаете, эта фраза сродни, что в России медведи по улицам ходят. Кто-то придумал и начал это транслировать. В художественных вузах, в художественных школах всегда есть метод измерения, когда люди, ученики, студенты измеряют. Да, там вы линейку не прикладываете, вы сантиметры не меряете, но вы измеряете пропорции относительно, вот смотрите, относительно того, как вы сидите. Я все время забываю это слово, неважно, то есть есть специальный термин для этого измерения, но даже если нету, неважно, вы должны просто знать, что измеряем. То есть одно дело, вот я вижу себя, вот пропорция моя, я рисую себя, я вытянула руку, я понимаю, что вот моя голова это где-то вот такая пропорция, видите?
Мы же сейчас тоже, мы все в мире линейной перспективы. То есть на вытянутой руке пропорция моей головы какая? Вот такая, видите вы, да? Соответственно, ну, этот размер имеет отношение только ко мне, когда я рисую. Вот я сделала себя плоской. Относительно этого шея моя вот столько занимает. Я взяла, измерила, положила на плоскость листа. Соответственно, я что сделала? Я измерила свои размеры в соответствии с той точкой, с которой я рисую. То есть вот еще раз, голова, шея, ну и вот так вот развернула, а плечи вот полная ручка. То есть как бы вот даже вот так, да? Полная ручка. То есть я могу сейчас себя нарисовать пропорционально, исходя из этого. Естественно, это не имеет никакого отношения к моим реальным размерам. Но это пропорция, которую мы снимаем относительно той точки, от которой мы смотрим. Вот у нас голова, половина от головы где-то шея, и еще чуть, да, там больше с каждой стороны, можно сказать, по ширине головы. Вот ширина головы. Здесь, как вот мы с вами говорили, до одного плеча еще ширина головы, здесь до другого плеча еще ширина головы. То есть мы все время меряем с той точки, с которой мы рисуем. У нас сегодня, да, тема деревья, но мы соединяем все свои знания для того, чтобы понять, зачем вообще и как. То есть если у вас появилась, понимаете, появилась у вас одна лавочка, а потом появилась другая, а на ней другие, например, элементы. Вот что вам делать? Вы же не побежите ко мне снова спрашивать, как вот эту лавочку... Вот и из-за этого и получается, что у нас куча всяких, не знаю, однотипных курсов, которые втюхивают, которые вот одни чашку такую рисуют, а другие такую, и говорят, что это разное. Ну вот, понимаете? А это не разное, это просто две чашки. Вот, поэтому лавочка, она тоже есть лавочка, они не разные, у них есть определенная, как бы, да, методология, но в тот момент у них немного разные элементы. И вот эти элементы легко определить, когда мы работаем с вами с измерениями. Без этого никак. Как мне нарисовать вот с этой точки вот эту картину? Я же не пойду ее мерить. Я, во-первых, чтобы мне определить, я что еще раз делаю? Определяю угол, да, угол перспективный, точку схода. Все в этом мире подчиняется. Вот так вот наклоняю, и, значит, она у меня, эта линия происходит. То есть я все время измеряю любое пространство, с которым я работаю, для того, чтобы его сделать плоским. Вот вы сейчас смотрите, вам кажется это плоским, но начинаем мы там, не знаю, разворачивать, и у нас меняется. У нас меняется точка схода и перспектива. Все, перспектива поменялась, с этой точки у меня все по-другому. Соответственно, вам придется мерить каждый раз, в зависимости от того ракурса, где вы находитесь, от той точки, с которой вы смотрите. И да, вот визирование. Все правильно. Ну, от слова от vision, визирование, да, от vision зрение. Ну, мне нравится больше какое-то русское, просто измерять. Вот. Но, опять же, да, визирование. То есть вы, соответственно, с вашего угла зрения, наверное, это более правильное слово, да, то есть с точки обзора вы определяете все линии наклона, перспективу и так далее. Так. Вы, как всегда, доходчиво объясняете наглядно, отлично. Поэтому, чтобы не бегать каждый раз ко мне, что вот эта лавочка такая, а эта лавочка с загогулинками. Ну, я шучу сейчас, вы же понимаете. Вот, а этот домик вот такой, а этот в 5 этажей. А как его рисовать? Как будто бы он какой-то другой. Вот чтобы вам быть подкованным и не чувствовать этой разницы, разница заключается только в том, чтобы вам должно было быть не лень померить. То есть взять и определить, а где точка схода, где в пространстве располагается этот предмет, где линия горизонта. То есть вот у меня сюда сходится. И вот отсюда, видите, линия, если я ее проведу вот сюда, она сойдется где-то здесь. То есть это будет условно близкое к точке обзора. Если мы будем с вами подниматься, все будет меняться. Если будем садиться, все будет меняться. То есть, чтобы мне даже эту комнату нарисовать, мне необходимо сесть, выбрать точку обзора. С этой точки измерить углы, найти точку схода, да. То есть это необходимое. Вам всегда необходимо линия горизонта,
точка схода основных геометрических линий для того, чтобы определить, и дальше вы вписываете туда предметы, то есть все, что находится по этой стене, у нас будет связано с этой точкой схода, которая вот тут вот находится, да, раз, вот, и сюда, да, ну, чуть глубже просто там, вот, и, соответственно, все эти предметы будут выстроены в эту точку схода, да, все, что по этой стене, в ту точку схода, то есть нам необходимо. На самом деле это точка и линии. Но даже если вы не знаете, не хотите определять какие-то там точки схода, что-то еще, вы просто можете одну линию, если вам нужно ее взять, снять, определить. Точно так же появляется у вас лавочка, появляются ее размеры. Вы определяете линию, по которой, где у нее находится низ, пропорция низа относительно верха. Если вы знаете эту пропорцию, то вам несложно вписать человека, например, вы, ну, или лавочку, или самого человека, да, вот как у человека, как я говорю, голова на линии горизонта, ну, если мы идем, да, то есть это 99% точка обзора с нашего роста. Голова на линии горизонта. А дальше говорят, а как он маленький или большой? Вечный этот вопрос. Вот. Я говорю, если маленькая голова, значит он далеко. Если большой, то большая голова, то он близко. Нет, ну а как вот мне его? Так голова 1/8 от туловища. То есть если вы поставили большую голову на линию горизонта, а дальше у вас уже все. Просто пропорция человека. И когда вы вымерили эту 1/8 относительно этой головы, у вас получился человек на этом расстоянии. Все. Если вы хотите его на расстоянии дальше, значит, вам нужно голову делать меньше относительно 1/8 человека. Вот снова, да, вот она пропорция, ноги у него где-то здесь закончатся. Если вы хотите его дальше, то голова остается тут же, 1/8 уменьшается. Но эта пропорция сохраняется, потому что 1/8 будет всегда. Вот. Значит, давайте перейдем к деревьям. Начнем рисовать как раз, и будет уже тоже понятно, как мы их вписываем, что это вообще у нас за кучки такие. Вот. Я надеюсь, что этот момент понятен, просто не перескакивайте, пожалуйста, никто за вас эту работу не сделает. Нету одной волшебной таблетки, которая скажет, как один раз это запомнить, и всегда это нужно мерить будет все время. Поэтому рисование – это геометрия, математика, физика, химия, ну и чуть-чуть вдохновение. На удивление. Вот. Поэтому на самом деле вспоминаем всю школьную программу. Ой, нас много на самом деле сегодня. Да, ждала эфир на старом аккаунте, увидела в телеге, что в другом. Но я решила, что раз уж я вчера написала, что мы в другом аккаунте встречаемся. И я это написала и в сторис, в своем аккаунте. Ну, видимо, и сторис никто не смотрит. Я уж не знаю, где писать. Вот. В телеге хотя бы смотрите, там актуальная информация. Просто чтобы мы туда-сюда не бегали. Представляете, ну, я не люблю быть непоследовательным человеком. То есть я написала это, потом я узнала, что аккаунт мне вернули. Мне заодно посоветовали активности чуть-чуть снизить, чтобы опять не залететь в блог. Ну, и я думаю, что я сейчас буду всех гонять. То есть сказала в этом аккаунте, потом давайте в этом аккаунте, через 5 минут вот в том аккаунте. Ну, это, знаете, это просто, ну, во-первых, не профессионально, не логично. Ну, и я такой человек, я так не люблю делать. Ну, то есть, если я уже всем написала об этом, вот, там, люди настроились, кто-то подписался, зашел, ну, и сейчас я буду туда-сюда гонять. У меня не цель набрать здесь какую-то аудиторию. У меня те, кто хочет меня смотреть, все будут смотреть, правильно же? Вот, поэтому я за честность, как бы, это просто было сделано с точки зрения, ну, как бы, разумности на тот момент. Я люблю вас, вы так хорошо и подробно все рассказываете, что невозможно не понять. Спасибо большое, мне очень ценно. Вот, доброго дня и все-все-все, да, сдайте по сердечку, спасибо большое. Анастасия, если можно спросить, вы часто слушаете пластинки, какую музыку? Так, Динара тут, кто хочет, тот найдет. Отвечаю про пластинки. Да, я слушаю часто. У меня вот практически всегда пластинка стоит. Но этот проигрыватель, он такой, он типа домашний, он не проф.
да, он более такой домашний, он не читает супер все пластинки. То есть у меня есть, например, какие-нибудь так сложные альбомы коллекционные, там типа Скорпионса, он их плохо читает, там более сложная дорожка. Вот там мелодию какие-то попроще. Я люблю музыку разную, люблю просто инструментальную музыку. У меня есть там любимые группы в пластинках. Но я говорю, я честно, мне нравится Scorpions, мне нравится такой рок старый мне. Я люблю группу Лондон Грэма и как бы просто и за английский язык, и в целом за текста. Вот. Ну и, конечно, мой любимый это Шопен, композитор, и я слушаю, то есть мое любимое классическое произведение это первый концерт для фортепиано с оркестром. Я прям перерождаюсь под него. Вот. И он также у меня есть на пластинках. Так что, в принципе, на пластинках достаточно много всего. Я слушаю почти каждый день, могу включать там себе, ну, просыпаюсь, встаю, включаю пластинку и гуляю по дому, там, чем-то занимаюсь. То есть вот, и как бы звучит музыка. Мне очень нравится. Так, здравствуйте, Анастасия. В марафоне можно будет участвовать, если я пишу маслом? Здравствуйте, у нас нет никаких ограничений на то, что если вы пишете маслом... в смысле, марафон, но марафон все-таки по акварели. Ну, то есть вы, на какой-то... Я поняла ваш вопрос, не сразу поняла. То есть вы на какой-то момент, то есть уроки-то по акварели будут. Вот, а если вы говорите про марафон, который сейчас идет про зимние сюжеты в Кустово Travel, и Кустово Travel только является спонсором. То есть я являюсь спонсором, и там я не могу сказать, надо читать правила в том марафоне. Вот, а если вы про мой марафон, который будет, он, конечно, по акварели, все-таки маслом внутри него рисовать странно, мои же уроки по акварели. То есть обучающие уроки по акварели, поэтому будет все-таки акварель, да. Вот. Ну что ж, переключаемся на деревья, как раз и то я все готовилась. Сейчас немного потрясет. Такс. Сейчас мы тут настроимся чуть-чуть. Да. Все посмотрят на мою батарею. Все, мы, в принципе, настроились. Прекрасно. Все видно, все читается. Сейчас я чуть-чуть все подниму, чтобы вам тоже было все видно и не заслоняли комментарии. И мне видно, и все читается, и ничего не отсвечивает. Вообще огонь. Значит, прекрасно. Итак, у нас с вами деревья. Давайте разберем самого простого. Да, я думаю, что все привыкли, что несмотря даже на то, что у меня супер жесткий штатив, все равно камера болтается, потому что, немножко у меня тут нестабильно со столом, что бы я ни делала, все происходит именно так. Поэтому, я думаю, что уже все те, кто не обращают внимания на это. Значит, давайте разберем самое основное, что нам нужно понять. У меня есть в первом сезоне, у нас сегодня деревья. В первом сезоне есть урок по акварели, деревья. И там я, действительно рассказываю много. Сегодня я не буду прям на 100% повторяться. Будет все-таки немножко побольше, и мы будем про графику немного говорить. Значит, что важно нам знать про деревья? Вообще про любые предметы. Значит, для начала, да, успешно можно нарисовать что-то, начиная с его крупной формы, и только сначала идти к деталям. То есть успех рисования любого вообще абсолютно предмета. Значит, стартуем, да, начало, общая форма.
и дальше уже к деталям. То есть от общего к частному, да? Деталям. Почему? Потому что не получится никогда, если мы начинаем рисовать детали. Мы с вами с этим сталкивались уже и на людях, и на других уроках. Иначе получится глаз красивый, все остальное некрасивое. Так. Настя, а вы где-то рассказывали про то, как вы пришли к акварели, почему именно она, может, есть какой-то эфир, запишите на эту тему видео. Значит, у меня есть много интервью, они на YouTube-канале в плейлисте интервью. Там есть интервью мое, которое я даю на русском языке, есть на английском, есть интервью, по-моему, Лена Мороз у меня берет, есть интервью для Интеркласс. Я везде там рассказываю, есть для Невской палитры интервью. И я там рассказываю про вообще свой путь, как я дошла до жизни такой. И там довольно занимательно, интересно. И уже, если меня кто-то попросит еще сделать интервью, я, конечно, сделаю. Просто, их и так очень много. И уже было и в 3-м сезоне, и во 2-м сезоне. Я рассказывала о своем творческом пути, поэтому обязательно посмотрите. Значит, здесь давайте начнем с нашего пресловутого шарика, у которого вот тут вот солнышко, источник света, который светит сюда. То есть у нас на шарике, мне немножко неудобно рисовать, я неудачно порезала палец, вчера делала композиции из ели на Новый год, поэтому он у меня не сильно сгибается, я могу сегодня чуть с дефектами рисовать. Значит, у нас с вами происходит так, что появляется... Сейчас все скажут, да, зачем этот шарик? Обычно этот вопрос всегда проявляется. На самом деле все очень просто, без него нам никак. Никак, ни с каким предметом. Вот. Тут тоже очень важно понимать, что его... Кстати, научитесь прям классно штриховать и делать объемный шарик, будет успех для всего. Но это правда, это очень полезное упражнение. Итак, здесь у нас рефлекс и падающая тень. Вот, довольно быстро и объемно, да? Значит, у нас получается, здесь у нас, да, это у нас блик, свет, давайте так, он по-разному. Средний тон, тень, да, собственная тень, рефлекс и падающая тень. Все тут сразу могут сказать, а зачем нам вот этот шарик в знании деревьев? Собственно, он нужен для того, чтобы нам правильно структурировать форму деревьев. Потому что вне зависимости от всего, какие бы ни были деревья, представляем, что, например, я сейчас скажу, какая-то у нас цельная крона. И у этой кроны, вот представим сначала, что она у нас целиком идет. Как вообще формируются деревья? Да? У нас появляется основной ствол, он может быть какой-то жесткий, он может быть с какими-то изменениями. Тут вам без натуры, конечно, никак. То есть натуру смотреть придется, то есть, чтобы понимать. От ствола дальше отходят ветки, они более толстые. В книге Стэнли Молцмана «Как рисовать деревья» я ее рекомендую всем, но ее сейчас найти нереально. Даже вот. Он очень хорошо сравнивает то, как растут деревья с трубой подзорной. Я понимаю, что это как бы сравнение такое века из прошлого. Я бы, наверное, тоже сравнила, например, с ножками штатива. То есть у нас из более толстого выходит более тонкое. И на месте сочленения всегда есть какой-то, такой вот, да, более жесткий. И вот здесь у веточек происходит то же самое. То есть у нас вот какая-то толстая ветка, дальше у нас из нее идет какая-то более тонкая ветка. Мы еще сейчас к веткам вернемся. И так далее. То есть вот таким образом у нас происходит строение дерева. То есть вот из одного там толстого объекта несколько более тонких, из этого все тоньше, тоньше, тоньше. То есть у нас ветки с вами.
Давайте так, да. Ошибки тоже будем сразу проговаривать. Вот, у меня есть эта книга еще с детства. Прекрасная книга вообще просто. Значит, ошибки происходят вот так, вот так. Начинаем строить, например, рисуем деревце, и у нас вот такие вот ветки везде. Это, кстати, знаете, ошибка еще в акварели происходит очень часто. Почему она происходит? В чем здесь ошибка? Да, на молодом деревце, скажете вы, нету такого толстого ствола, но там всегда все равно ветки становятся все тоньше и тоньше. В акварели это происходит, в акварели происходит из-за толщины инструмента. Это важно. То есть у вас кисточка, а если еще, знаете, это какая-то любимая кисточка, которую жалко бросить, а она уже с тупым кончиком, она вам дает линию, не вот такую линию, как дает карандаш. Вы начинаете обводить кистью, и это будет более толстая линия. Даже если вы упираете на мизинец, начинаете проводить более тонкий, все равно получается толще. Для того, чтобы решить проблему инструмента, я всегда говорю, то есть здесь два варианта. Либо новая кисть с острым кончиком, то есть получаются толстые линии, давайте так. Чтобы понятно было, к чему это я, да? Новая кисть с острым кончиком. Либо второй вариант. Какой? Я думаю, понятен он и известен всем. Формат больше. Когда вы берете формат больше, то у вас относительно формата линия становится уже более тонкой. Она не кажется такой толстой, и вы можете нивелировать то, что ваша кисточка тупая уже, ее надо выкинуть. То есть вы это можете убрать за счет формата, взять формат. Если вы берете А4, и кисточка у вас не новая, или кисточка не очень хорошая, и кончик ее сточился, то у вас получатся деревья неправильной формы, то есть не с вами что-то не так. А вот в этих пунктах, ну, с вами не так только потому, что вы, как сказать, в этот момент не знали об этом, либо не подумали, да? А так все с вами хорошо. Значит, получается таким образом, что детский рисунок, почему ребенок не может провести очень тонкую линию, а взрослый может? Давайте разделять. Вы взрослый человек, вы можете провести тонкую линию, правильно? Вот. Если не получается, то дело либо в том, что вы нагружаете кисточку, то есть нужно поставить на кончик. Я об этом говорю в своей книге «Акварель для взрослых». Там очень много про то, как правильно работать с инструментом. То есть мы берем чуть дальше, упираем и проводим более резкую линию, она получается острой. Значит, либо мы берем другую кисточку, новую, с тонким кончиком, либо берем формат больше, где это нивелируется просто за счет формата, и получается, что тонкие линии. Потому что из нормального дерева, дерево плюс, да, мы можем уйти вот в это дерево минус или дерево крест. Так, неправильно, да, у нас красным. Давайте. Почему? Потому что все ветки, да, толстые, одинакового размера. То есть правильное дерево, скелет правильного дерева имеет вот такие ветки вне зависимости от модели, вне зависимости от модели дерева, да, будем так это называть. Я просто взяла вот такое, чтобы вы посмотрели. Для начала возьмите, я рекомендую, это будет первое задание, нарисовать дерево голенькое, то есть, да, ДЗ у нас, нарисовать дерево без листвы и проследить,
как изгибаются ветки, в какую сторону они уходят. И вы удивитесь, что они не идут. Вот видите, вот как здесь, допустим, потом раз, у меня какой-то излом в другую сторону. Да, ветка стала там тоньше, но она, может быть, изломилась сюда, она поменяла свое направление, потому что на дерево влияют много разных факторов. То есть оно не выглядит вот так, то есть как будто бы все ветки, и дальше вот у нас пошла вот эта вот история, да. Посмотрите на реальное дерево. Давайте рисовать не то, что вы представляете в своей голове, а то, как вы, как это выглядит на самом деле. То есть мы смотрим, вот есть толстый ствол, от него отходит вот сюда ветка. Дальше она раздваивается. Здесь вот обрублена, но она раздваивается на две. Иногда это довольно жесткие изменения в другую сторону. То есть чем более жесткие изменения, тем более такая кустистая форма, неестественная, как нам кажется, может быть, но на самом деле более естественная. То есть внутри даже обычного дерева будет, это утрированная схема, но будет больше похоже на дерево. То есть чем вот такая вот история, когда все там, знаете, веточки, так еще и одной толщины, они идут во все стороны, то есть, да, куда-то непонятная структура. Значит, если мы говорим, мы сейчас давайте с вами сразу скажем, что мы говорим про лиственные деревья. Значит, поэтому первое, для того, чтобы сначала понять, как оно внутри там, нарисуем дерево голеньким. Да, вот таким вот без веточек. Возьмем любые, но вот любые, можете просто дерево без листвы, да, загугли. Значит, дальше вернемся к нашему шарику. Когда у нас появляются деревья, какие-нибудь, я специально не стала очень много здесь находить. Ну, давайте. Вот обычно на таком дереве все начинают сходить с ума и говорить, что ну все, столько зелени, как это нарисовать, и все. Значит, если вы хотите нарисовать реалистичное дерево, забудьте, вот я сейчас прям напишу, потому что я поняла, что наши эти аффирмации помогают. Значит, если вы хотите нарисовать реалистичное дерево, значит, забудьте про листья. Про листья, я не знаю, до финала, да вообще. Лучше вообще забыть, но в крайнем случае там, до самого финала, да. У нас нету листьев. Я просто так говорю, естественно, более опытные рисовальщики меня поправят, но для начала, чтобы убрать у начинающего вот этот страх, листьев нету, есть общая форма. Мы сейчас с вами об этом поговорим. Значит, лиственное дерево, вот представим, я так называю однокучковые и многокучковые, это уж мое собственное сочинение, пусть оно и останется. Значит, однокучковые. Это обычно молодые деревца, в которых вот одна крона, это уже многокучковое дерево. Я здесь даже, наверное, однокучковых-то и не брала. Ну, давайте, вот очень хорошее, да. Вот такого плана дерево однокучковое. Кстати, рекомендую, если вы будете рисовать и изучать эту тему глубже, посмотреть внимательно, как вы просто в интернете найдете даже структура разных деревьев, как рисуется тополь, как выглядит каштан. Да? Вот есть очень хорошая такая, тоже нашла формы, кроны деревьев. Рекомендую сохранить. Значит, раскидистая крона, вне зависимости от всего, овальная, яйцевидная, обратно яйцевидная, шаровидная, плакучая, да, конусовидная и так далее. То есть это типы крон. Мы сейчас с вами будем говорить несколько не о форме самой кроны, а о работе с тоном внутри этой кроны. Вы сейчас поймете, да, о чем я говорю. То есть вот шарик мы все-таки оставим тут где-нибудь. Да, есть вот, например, лиственные деревья, тоже вот хорошо тоже их проверить. Ну, вернемся, например, представим какой-нибудь молоденький каштан. Вот из него у нас торчит ствол.
И я представлю, в данном случае мы можем это отразить, то есть здесь где у нас свет? Источник света справа в этом каштане. А у нас, представим, что как и в шарике, источник света слева. То есть у нас получается с вами что? В первую очередь, внутри вот этого однокучкового дерева просветов нету. То есть как бы практически просветов нет. Это то, что отличает его от, так скажем, многокучковых деревьев. Я шучу, просто имеется в виду, что одна крона – это более молодые деревья. Молодые деревья еще не с такой раскидистой структурой веток. Они имеют только вот эту вот одну крону неразделенную. Там нет просветов. Вот как здесь. И либо они очень малы, либо они малы. Происходит это потому, что тут большее количество листвы, но чем дальше, вот смотрите, почему я говорю про скелет. То есть здесь у нас много веток внутри дерева. Чем дальше ветки, тем меньше на них листочков. И вот здесь вот листочков уже, ну вот совсем мало. А тут веток много, представляете, на каждой из них. Нужно представить, что дерево, оно не плоское, когда мы его рисуем. То есть мы рисуем плоское, и вот эта вот ошибка часто начинающего, она заключается в том, мы к этому перейдем, конечно, но я чуть забегаю вперед. Значит, она происходит в том случае, что мы... Сейчас. Такой вот, какое-нибудь сложное. Сложное дерево. Что мы начинаем представлять, что будто бы мы... Ну, вот здесь корни какие-то у него там растут, что у нас оно как бы в плоскости. И мы такие раз, листики повесили, даже побольше листиков повесили. А у нас оно же вот так располагается. Есть ветки, смотрящие на нас, есть ветки, идущие от нас. То есть оно не вот так в плоскости. То есть представим, здесь есть ветки. На этих ветках тоже висят листья. Тем самым у нас здесь образуются такие вот кучки. Сейчас мы вот про однокучковые. Здесь то же самое. У нас ветки в разных направлениях. На каждом из них есть листья. То есть они не вот так вот, и они здесь вокруг располагаются, а дерево, оно трехмерное, со всех сторон есть листья. Соответственно, вот эта кучка формируется. И чем дальше, то есть просветов нет внутри, значит, небольшие просветы появляются к краям, и отдельные листья появляются к краям. Это значит, что у нас, по сути, проявляется такой же шарик. То есть у нас есть здесь свет. Я рисую сначала эту структуру. Дальше я понимаю, что у этого дерева есть какой-то, да, еще, кстати, и рефлекс. Я могу делать это с точки зрения листвы и формы листвы. Но как это проще сделать? Я сначала штрихую общую массу. Далее, заштриховав общую массу дерева, я понимаю, что здесь у меня и вот, что от дерева идет тень. Дальше, вот у меня свет, средний тон, да, собственная тень, рефлексы. Здесь у меня дальше я начинаю прорисовывать листву. Листва происходит таким образом, что в каждой из зон появляется чуть больше, ну, от другой зоны. То есть вот это вот, если шарик у нас плоский, то у нас вот это вот, ну, не плоский, а гладкий, то у нас вот этот переход, он плавно, а здесь же у нас не гладкая, да, листва, у нас листва какая-то, то у нас этот переход в следующую, то есть у нас здесь тон 1, тон 2, тон 3. В зоне тона, там, тон 4, например. В зоне тона 3 появляются чуть-чуть, немножко листики тона 4, да, вот таким образом это происходит. То есть чуть-чуть они здесь заходят внутрь. Здесь их больше,
А в тоне 3 они тоже чуть-чуть. И на краях более разреженные, потому что здесь могут быть просветы. То есть потому что у нас не гладкое. Там, где у нас тон 2, у нас проявляются листики тона 3, да, потому что... И какая-то разрозненная такая уже более крона. То есть в тоне 2 у нас... И у нас это начинает походить на дерево, да. Эта форма может быть разная. Я сейчас взяла шаровидную. Если мы внимательно посмотрим с вами, вот что происходит. Только здесь свет отсюда. Вот у нас общий тон, там 4. Вот тон 3, вот тон 2. Здесь преимущественно 2. Здесь уже 2, 3. Здесь 3, 4. Здесь темнее и темнее. С каждым разом становится все темнее. Давайте посмотрим это на физических деревьях, если они подсвещены. И вот здесь мы как раз перейдем к многокучковым. Ну, давайте посмотрим на одну из них, да, кучку. То есть вот есть тон, вот у нас чуть темнее и темнее еще. Не рисуем эти иголки. То есть у нас вот, вне зависимости от всего, у нас есть общий свет, здесь больше темного, внизу темнее, здесь у нас свет сверху, поэтому, естественно, нижняя зона более темная. Здесь у нас как раз наших кучек много таких, и мы можем их разделить. Здесь мы говорим про то, что дерево все-таки растет в объеме. То есть когда мы начинаем с вот этой вот одной кучки, мы поняли, как располагается, и мы уже можем его нарисовать. Другой вопрос, что, смотрите, она может быть совершенно разная, она может быть у вас какая угодно, то есть она может быть, там, не знаю, форма его может быть там вот такая, то есть здесь чуть-чуть каких-то веточек, здесь там еще больше, далее тон. Просто мы начинаем с одной вот этой формы, и вот он, не знаю, вот такое дерево какое-то. То есть мы не рисуем, а здесь уже больше тени. То есть нам важно посмотреть на светотени форму общую. Тут появляются листики из другой зоны, и у нас проявляется с вами дерево. Вот какое бы странное оно ни было, без просветов, ну, может, какие-то там, не знаю, вот на отдельных веточках тут вот какие-то присутствуют элементы. Пока мы вот эту вот с вами светотень не разберем и объемы, никакого дерева не будет, потому что мы все будем рисовать листы. И вот эти листы рисуются постоянно почему-то, вне зависимости от солнца. А солнце... Это важно, то есть источник света важен. А иначе у нас вот такие вот, я знаю, как это в акварели, мне сейчас сложно это нарисовать, наверное, карандашом, но тогда карандашом это получается так же. У нас получается какая-то крона дерева, мы ее берем, вроде бы так даже понимаем. Значит, берем крону дерева, и дальше у нас начинаются листочки по всей поверхности. Да, узнаете себя? Кто себя узнал? Значит, ну как же, их все надо прорисовать. Я специально взяла этот сложный пример, я сейчас объясню, что не так. То есть мы его вот видим, и все, и вот эти все листочки. Если все листочки прорисуем, значит, тогда у нас будет правильное дерево. Нет, у нас будет бильберда с вами. И на дерево это будет не похоже. То есть это не листочки, то есть мы рисуем с вами зоны. Давайте поймем для начала, что так рисовать неправильно. Без понимания источника света и тона у нас не получится с вами объемного дерева. Я сейчас возьму для примера, как раз нарисую вот это дерево, и мы сначала его с вами разберем. Любое дерево, я специально продублировала фото. Править. Теперь мы его разберем. Оно как раз является многокучковым деревом. Значит, что я имею в виду? Есть сектора и объемы, те, которые у нас проявляются, вы сейчас будете на них смотреть, между ними теневые участки и ветки. Значит, сейчас я возьму красный. Значит, вот наша зона одна. Каждую из них, на самом деле, можно разбить еще. То есть вот наша одна кучка. Вот наша вторая кучка. Вообще их можно еще дробить и дробить. Но сначала мы давайте будем смотреть на эти зоны целиком. Чем выше они становятся, тем их размеры, как правило, мельче. Ну, они объединяются.
На самом деле здесь абсолютно так же, как и у хвойных. Только у хвойных там еще лежит между этими кучками снег, и мы это хорошо знаем, да, ну, грубо говоря. И что происходит между этими зонами? Между этими зонами у нас происходит... Так, давайте я здесь обведу еще покрупнее, чтобы было видно. Стыковка. И между этими зонами мы видим тень и видим ветки. Я сейчас возьму какой-нибудь желтый, более яркий. И вот здесь я вижу ветки, соединяющие одну зону и другую. Это просветы плюс теневые участки. Вот наш ствол здесь идет. Вот я ее вижу. Ну, здесь тоже, да, одна из частей, как бы, я просто отделяю абсолютно очевидные. Так, сейчас. Вот у нас ветка. То есть внутри... Если мы посмотрим по структуре внутри дерева, дальше, безусловно, там существуют еще мелкие-мелкие ветки. Но мы сейчас с вами говорим о рисовании его цельным. Если мы посмотрим на каждую отдельную кучку, ну, кучку в отдельности, то у нас где источник света? Вот здесь сверху, судя по тени, да? Что у нас здесь с вами происходит? То вот она, например, вот это. У нас здесь свет, средний тон, тень, собственная тень. Падающая тень объединяется в дерево. То есть эта шкучка прекрасно напоминает вам шарик. Да? Здесь тоже шарик, свет оттуда. У нас здесь свет, средний тон, все больше. То есть, по сути, то, что мы с вами рисовали в однокучковых деревьях, только просто эта кучка, она может быть не обязательно округлой формы, прямоугольной, любой. У нее также присутствует вот этот вот свет, да, средний тон, падающая тень от дерева, собственная тень. У каждой из них, то есть у нас вот здесь освещенный фрагмент, чем выше, тем более освещенный. То есть у каждого по отдельности и у всего дерева в целом. Я надеюсь, этот момент понятен. А теперь нарисуем, как бы я это нарисовала. То есть оставим это и возьмем дерево. Возьму какие-нибудь более простые инструменты сейчас. Значит, вам необходимо будет научиться рисовать вот такие формы. То есть здесь в этом смысле просто штриховать, как будто вы штрихуете листву. Это не... То есть мы все берем из штриховки, да, это просто штриховка. Мы как будто бы делаем массу листвы, то есть не прорисовывая вот так вот каждый листик по отдельности, да, а штрихуем, чем больше мы ее заполняем и делаем какие-то такие элементы. Представим, что из нее, например, идет, это, кстати, тоже одно из упражнений из книжки, я его тоже очень люблю. Ну, то есть вот отсюда идут какие-то еще, и вот здесь снова у нас появляется какая-то кучка, структура из листиков. Потому что, как мы с вами говорили, вот здесь представим, что на этом дереве присутствует листва, и ветки стоят в разном направлении. Поэтому вот здесь я представляю, что эта кучка наша, она берет, как бы перекрывает. Давайте я ее вот так нарисую, да? Вот здесь тоже какая-то такая кучка зелени, она вот это все перекрывает. Здесь еще такая большая, потому что идет. Вот что. Вот как выглядит дерево. Из этих облачков и кучек, становящихся все меньше и меньше друг к другу. Между ними образуются теневые пространства, плюс просветы. Мы видим ветки. По сути, структура выглядит таким образом. В разных направлениях, то есть насажены, не в плоскости, да, какие-то. То есть мы не видим весь скелет дерева, мы не видим его, да, он у нас закрывается вот этими зонами, потому что 3D, да, у нас дерево в объеме, а не в плоскости. Скажи, пожалуйста, в новом году ты планируешь выездные пленэры на несколько дней? Я пока не могу сказать, но у меня вообще на следующий год очень интересный план. Если он получится, будет очень круто.
Вот. Связан тоже с Россией и с пленэрами. Вот. Ну, посмотрим. Значит, давайте возьмем вот это. Я сейчас просто штрихую, пытаясь передать это дерево от общих объемов. Перестанем думать листиками. То есть я сейчас смотрю на то, что вот я наблюдаю, и стараюсь прорисовывать какие-то ветки, которые вижу, и теневые участки. То есть у этого у меня существует какая-то зона, то есть свет оттуда, я напоминаю себе об этом. Здесь, то есть вот он, да, вот два. Какой-то просвет присутствует. И если что, я еще потом добавлю. То есть вы можете даже структурно для себя, например, вот таким образом сделать. Ага, здесь у меня вот так это. Еще здесь. Еще вот тут. Дальше здесь темное, но присутствует. Между ними у нас здесь есть ветки какие-то мы видим. Значит, далее вот такая у нас такой формы. Такой формы, тоже достаточно крупный участок. Здесь у нас мелкие светлые. То есть мы вот с вами такую контурную карту, да, добавляем. Ну, какие-то я могу вообще убрать, с какими-то больше работать. И уже исходя из этого у меня здесь идет такой вот ствол. Угу. Далее я начинаю просто проходиться тоном. Одним тоном, да, потому что они у нас здесь в данном случае темные достаточно. Ну, то есть какой-то у них тон есть, мне его просто надо набрать. Чем более у вас такой инструмент, который позволяет, там кто-то жаловался на угольные блоки, я не говорила про угольные блоки, можно, конечно, уголь, но у меня это графитовый блок. Как это? Слышу здесь, а покупаю другое, называется. Так, сделали. Далее, теперь у каждого из них проявляется что? Свет, средний тон, тень. И у дерева в целом, да, тоже. Можем. Уже такой более смелый штрих. Сейчас я не рисую тени между ними, да, тени между ними у нас объединят все вместе с листвой. Я сейчас просто прорабатываю каждую, разбираюсь в структуре дерева. И смотрю, где какие просветы оставлять. Ну, здесь достаточно быстрая работа, поэтому здесь вот, кстати, можно сразу затемнить чуть-чуть. Оставляю просвет между зонами. Таких слоев может быть у вас здесь гораздо там больше. Но по сути, что мы с вами делаем? В акварели получается у нас первый такой слой заливки, дальше тени и еще более глубокие тени. В данном случае я обожаю рисовать деревья в графике. И не люблю их рисовать в акварели, потому что в графике, как мне кажется, они получаются гораздо более живые и очень классные. Ну, то есть вот мне не знаю почему, ну вот так вот сложилось. Может быть, у меня опыт просто, не может быть, а у меня, конечно, опыт больше в рисовании деревьев в графике, чем в акварели даже. И вот я начинаю здесь заполнять темные зоны, оставлять просветы и рисовать эти веточки, которые
Я не рисую листья, это просто пятна. Чтобы нарисовать дерево, надо перестать думать. Вообще, чтобы нарисовать любой предмет, надо перестать думать о нем как о предмете. Да? Это просто пятна определенной формы. Чем точнее вы будете эти пятна передавать, тем лучше у вас будет получаться рисование в целом. Так, спасибо, да, смотрите на ютубе, возвращайтесь к нам. Знаю, что не все успевают смотреть весь эфир, но я очень ценю, что вы приходите в эфир, потому что мне хотя бы не одиноко здесь разговаривать. Так. Вот, то есть у моей кучки есть свет, средний тон, как у меня переходит, вот как здесь, да, вот как здесь. У меня сначала есть 2, в 2 есть 3, в 3 есть 4 и так далее. То есть в этой зоне у меня проявляется. Между зонами может быть тень и веточки. Тут уже, конечно, зависит от того, насколько у вас есть время и настроение это все прорисовывать. То есть здесь я вот какие-то ветки могу прорисовать, которые видны. Они все тоньше и тоньше становятся. Где-то какая-то тень. Тема деревьев – это моя боль, спасибо. Я радуюсь. Надо перестать на них смотреть, как на деревья. Это шикарные вообще вещи. То есть это вот, посмотрите, как можно стильно это сделать. Предвкушаю, когда доберусь до этого урока. Замечательные деревья. Спасибо. Наконец-то я знаю, как графически изобразить деревья. А так базис, он графический. Еще раз говорю, графика. Вообще акварель – это графика. Изначально она как бы из этого и вышла. То есть здесь очень важно, и вот дальше, видите, все тоньше и тоньше веточки. Они где-то здесь из одной кучки выходят, в другую приходят, да. И это важно. Сейчас вот здесь разберусь с этим участком. Здесь какая-то тень внутри, может быть, где-то просвет отделяет одну зону от другой. То есть как отделить одну зону от другой? Уменьшить и посмотреть, как вы видите. Как вы видите, взять вот так вот и попробовать нарисовать это отдельно. Вот что у меня и получается. Вот зоны, которые я вижу здесь и рисую. Поэтому это важно. Так, сейчас я подточу инструмент. Я их обожаю по жизни. Отлично. Я лежу, болею, но зато могу наконец-то посмотреть эфир. Динара, выздоравливай. Болеть плохо. Эфир смотреть, конечно, хорошо. Вот. Но болеть, да, сейчас прям ходит грипп, что-то вообще все это. Я сама что-то очень боюсь. Вот. Столько планов, надо все делать. Значит, здесь могут быть ветки какие-то светлые, да, могут быть какие-то темные просветы. Оставляем между кучками, между зонами. Об этом мы говорим, да. Таким образом, я специально взяла суперсложное дерево, которое обычно у вас, все, это паника, это, я не знаю, то есть вот эта куча мала, которая непонятная. То есть, естественно, либо такое, но у такого мы тоже можем, если мы посмотрим внимательно сейчас, то мы точно так же у любого дерева можем вычленить зоны, которые, они могут быть сложной формы, но они есть. Когда я обрисовываю, да, сразу как-то становится сразу понятно, да, но они есть, понимаете? И их становится сразу видно. Вот, мы его разобрали на кусочки.
Осенью меня осенило, я увидела деревья пятнами для совершенствования своих навыков. Ваш эфир находка. Отлично, спасибо. Вот. То есть вот, вроде бы страшненькое дерево, а когда разобрали, и между ними опять можно и веточки добавлять, и все. Вот ваши многокучки. Бывают более очевидные, красивые. Сейчас мы его дублируем, чтобы остался оригинальный. Значит, вот, бывают более такие, и тут эти кучки видны вообще хорошо. Вот она, смотрите, такая, да, можно даже много. Вот то, про что я говорю, да, вот так. Сейчас мы дорисуем, конечно, то, что... Вот зоны. И между ними, то есть, чем меньше листвы, тем, конечно же, эти наши кучки, они очевидны. Группы, давайте, группы листвы. Но я называю так, чтобы было просто, ну, понятнее это запоминать. Вот, вот они, видите, ветки между ними проходят. Тут это вот прям очень хорошо заметно, как нанизывает вот эти вот зоны дерева на себя, да, то есть прям вообще хорошо. То есть мы на него посмотрим, вот. Заметно. То есть, чем меньше листвы, тем больше видны эти зоны. Но у каждой из зон есть цвет, средний тон. То есть, я с шарика не просто так начала. Невозможно нарисовать дерево, если вы не будете об этом думать. Иначе это будет просто каша одна, беспросветная. Давайте дорисуем нашего красавца, потому что прям он такой... Сначала кажется нам не очень красивый, но потом... Оказывается, что даже очень красивый, да? Так. Я стараюсь сохранить логику, где у нас все-таки здесь больше света, и в общем целом в дереве тоже больше света с этой стороны. Поэтому я здесь не стараюсь класть прям самые... То есть если я посмотрю на каждую кучку в отдельности и на все дерево в целом, то эта часть его будет более освещенная, чем вот эта. Ну вот просто здесь гораздо... Здесь тоже есть темные участки, но их будет просто гораздо меньше. И тем самым я сохраню и общую драматургию дерева, так скажем, и цельность его, то есть они не будут все одинаковые. Вот здесь очень важно это, потому что иначе у вас будут просто тоже это, они все будут, знаете как, каждая сама по себе красотка, да, то есть каждая вот сама по себе. Но это неправильно, потому что у вас тогда не будет общего. То есть они и сами по себе, и в целом. То есть если мы посмотрим, например, то если здесь источник света, то эти все равно будут чуть светлее, а основная тень будет на тех, что справа. То есть они как и сами по себе, как и единый организм в целом. Да, мы про воздушную тоже поговорим. Вот, дерево обязательно нужно в какой-то корень, значит, что-то посадить. У него здесь появляются корни, можно даже какие-то корни с просветом сделать красивые. Вот мы взяли его сейчас здесь. То есть я сейчас здесь еще добавляю тени по этой зоне, потому что у нас более теневой участок все-таки справа находится. Так. Линии не должно быть контура, да, все-таки это должна быть тогда какой-то тон.
Я надеюсь, что здесь этот момент понятен. Можно, сколько у вас, конечно, хватает энергии, столько и вы доделываете там, может быть, еще можно что-то там добавить, но не затюкивайте. Дерево – это не листья. Реалистичное дерево – это не листья. Честно, за время учебы еще в художке, в детстве, потом на уроках живописи в студенчестве никто так не доносил мысли про работу пятном и светотени, как вы. Спасибо вам большое. Я очень рада. Просто для многих это вроде как по умолчанию, и они не думают, что другой человек может этого не знать. Как ни странно. Вот. И видите, я говорю, я фанат изображения деревьев в графике. Для меня это прям вот вообще просто... В акварели я меньше люблю. Но здесь, мне кажется, это невероятно красиво. Можно изобразить невероятно красивые деревья, которые, ну, да что же она мне не хочет сегодня точить. Вот, которые вот такие вот, понимаете, вот такие вот они все, вот оно какое оно получилось даже, да? Да, дерево получилось интереснее, чем на... Так в этом и есть, как бы вы, когда его разобрали, с ним разобрались, дали ему тон, оно у вас стало объемнее, оно стало такое, понимаете, более живое даже. То есть, а когда мы повторяем просто листики, у нас не получается, у нас нету этой структуры, мы не понимаем, мы просто бездумно пытаемся копировать. Нам нужно перестать копировать бездумно, да, давайте там как-то постараемся делать более осознанные действия. Итак, вот наше дерево. Вы можете таких с десяток. То есть задача нарисовать на ДЗ деревья разные, разных моделей, так скажем, разных типов. Это может быть, вот это, скорее всего, а я даже и не подскажу, что это за дерево конкретно по листве. Не буду врать. Но я рекомендую искать, кстати, дубы. Тоже может быть вот этот дуб. У дубов всегда вот это сектора развиты гораздо больше, если вы посмотрите. Поэтому с ними будет легче разобраться, с дубами. То есть вот у них видны эти просветы, это тоже дуб. То есть видны, вот видна кучка, видна еще, видна. То есть, и вы, если посмотрите, вот оно светлее сверху, темнее снизу. То есть он и шарик сам по себе, и светотень в каждом из объектов. Это мы уже видели. Далее, давайте посмотрим на хвойные деревья, потом посмотрим на, в общем, картинку какую-то. И уже, значит, когда у нас появляются хвойные деревья, они тоже бывают разные. Здесь не совсем верно говорить, когда, да, мы говорим про хвойные, что у них, как у них растут ветки, у всех на самом деле по-разному. Хвойные тоже бывают не одинаковые. То есть в данном случае, конечно, мы видим, что от ствола, да, у нас это конусная форма, всегда. И у нас вот так вот растут ветки наверх, да, то есть структурно, вот у нас там ствол, вот так вот у нас растут ветки по конусу, да, вот здесь я чуть, то есть в разные стороны от ствола и в нашу сторону тоже, да, и на них вот так вот у нас уже растут, ну, то есть такая елка есть. Вообще сейчас удивитесь, это тоже хвойная, тоже елка, там вообще все вверх растет. Это я к чему? К тому, что все равно единого не существует. То есть нужно смотреть на конкретное дерево. Но давайте разберем елку, например, того, что елка у нас тоже многокучковая история. Это очень видно, когда мы, например, видим елку зимой. Вот в этом, кстати, есть, знаете, такой подвох, потому что было бы классно, если бы у нас лиственные деревья мы тоже бы видели, например, зимой. Но листья опадают, поэтому мы не видим этих шариков. Поэтому нам кажется, что лиственное дерево состоит из отдельных листиков. А вот к хвойным как-то легче подойти. Мы их видим зимой, и тут сразу нам показывается, что кучки-то есть. Значит, вот, да, мы видим, и между этими, кстати, кучками очень часто у нас тень.
И как раз там видно елку, видно какие-то. И на них ложится у нас снег обычно, на эти зоны. То есть как бы вот кажется, ее тут нету, да она, да все равно есть. Если начнем смотреть, все равно ее определим. То есть пусть она из небольших участков, но все равно есть, между теневыми зонами будет проходить, понимаете, да? То есть вот она, нам обязательно для того, чтобы рисовать дерево, надо с вами определить эти светотени, определить эти зоны, которые у нас произрастают. То есть кучки по отдельности и свет на все вместе. Потому что это не иголки. Вообще, что отличит это дерево от этого? Отличит его форма и направленность веточек, то есть направленность штрихов. Тем самым вы подчеркиваете его, ну, и здесь, я думаю, уже вы поняли эту структуру, я думаю, вам будет очевидно, как лежат как раз наши кучки на елке, да, они лежат горизонтально, гораздо более вытянутые, чем на других. Давайте посмотрим на сосну. В принципе, получается то же самое у сосны, как и у дуба. То есть сосна – это хороший пример у еловых, для начала сосна-елка, и дуб для лиственных. Тут очень хорошо видно, ну, у клена давайте еще хорошо. Очень хорошо видно, где у нас наши такие зоны листвы заканчиваются, и между ними... Вот, и у каждой из них, посмотрите, каждая из них имеет цвет, средний тон, тень, да. Если она большая, то она целиком имеет такую зону. И между ними у нас идут ветки. Можно, конечно, каждую еще разделить на там еще 10. Да? Но суть мы идем от общего к частному, то есть мы разбираем на вот эти сектора. Далее. Тут вообще даже вопросов, я думаю, нету. Где же у нас кучки? Кучи листвы, да? Вот. Тоже у сосны это очень видно. И тут видно хорошо, что мы не видим ствол. Да? Ошибка начинающих – это рисование ствола, который мы постоянно просматриваем. Мало того, что он еще идеально ровный, так мы его все время видим. И у нас вот эта листва какая-то по кругу идет. Да? То есть у нас плоское изображение. А у нас с вами, еще раз повторюсь, 3D. Поэтому... ветки растут в разных направлениях, и они тоже имеют листву. Соответственно, частично ствол всегда закрывается, как и ветки, как будто бы на них нанизаны вот такие пушистые зоны. Вот о чем я говорила про хвойные, да, деревья. Сейчас мы посмотрим с вами. Сейчас посмотрим... Давайте, а потом отдельно елку. Вот, у хвойных тоже хорошо видно. Посмотрите, какой излом. В зависимости от излома веток будет и порода дерева. Я не смогу вам за одно занятие дать, даже там за несколько занятий, потому что рисование деревьев – это почти так же, как рисование людей. У каждого типа дерева есть свои особенности. Моей задачей сейчас, чтобы ваши деревья были похожи на деревья. Как? Чтобы люди были похожи на людей, деревья на деревья. Если вы захотите этой темой заниматься уже глубже, то там она прям безгранична, она очень классная. И тут можно прям вот как раз разбираться в том, как структурно строятся различные деревья. Значит, сейчас мы про воздушную перспективу поговорим вообще, а потом елочку нарисуем, раз у нас уже. Видите, сейчас елочки, как раз здесь за счет снега эти кучки наши очевидны. Их снег нам подчеркивает. То есть, если мы как бы разделяем и сразу видим, ага, вот зона, вот зона, вот зона, да, вот все, снег нам разделил вот это и сделал нам светотени. На лиственных деревьях то же самое, они все деревья. То есть, это как все люди рисуются по принципу, безусловно, когда вы начинаете копать глубже, то там есть нюансы, там, у лиц афроамериканских, у лиц европейских,
индийских, у лиц монголоидной расы. Есть нюансы. Ну, для начала есть 1/8 голова от туловища, да, вот, потом пропорции лица все равно. И мы с вами сейчас и про деревья говорим таким образом. Давайте как бы для начала, вот, смотрите, какая классная елочка. Вот, тут тоже сразу видно каждый из секторов. И чем ниже, тем они крупнее. Здесь, да, больше вот этого снега, видно каждый сектор. По сути, представляем, что у нас как будто бы выпал снег на наши деревья, когда они лиственные. Но мы все-таки штрихуем, то есть здесь не белый. Если бы был белый, то было бы, в принципе, имитация того же. Так легче всего понять. Отдельно хочу сказать, я вот тут специально, у березы очень странные ветки всегда, да, они очень изломанные и они неоднозначные, то есть они явно не идут вот так. И если хотите прям потренироваться в рисовании веток изломанных, то возьмите березу, потому что здесь все время чуть ли не по 90 градусов, а иногда и в обратную сторону. Вот посмотрите, какие есть строения. Уж явно не вот так вот, не елочкой, как говорится, как мы называем, да. И здесь вы можете по-настоящему проработать свою руку на ветке, то есть прям ищите какую-нибудь голую березу. Вот иногда они вот так вот, но они иногда очень-очень жестко разворачиваются, имеют прямоугольные вот такие. Смотрите, тоже будет зависеть, конечно, от типа березы, от всего. Но вот ветки просто у березы тоже, они вот такие сложно сочиненные. И насколько они тоньше становятся к концам. То есть, если мы опять рисуем это вот так вот, все, маленький формат, до свидания. Я вам сразу скажу, даже в карандаше, если будете рисовать чисто ветки, возьмите формат больше, у вас получится. Если возьмете опять маленький формат, как все, вот, то, ну, не ждите, что будет хорошая работа, потому что опять будете думать, что с вами что-то не так. А на самом деле это неправда. Давайте я возьму вот эту, например, и разберу ее по плановости. Потому что вы скажете, ну хорошо, одно дерево рисовать, это классно. А как рисовать, если деревьев много? Да-да-да. Так, наверное, наоборот я лучше положу. Эту пониже под комментарии, а это, не знаю. Ладно, неудобно мне, не так. Короче, начнем с работы. Вот так вот, давайте сейчас возьму. 4Б. Значит, вне зависимости от того, если хотите научиться рисовать воздушную перспективу, она присутствует везде, кстати. Несмотря на елки вот здесь, если мы посмотрим, они более голубоватые и более цельные. Если мы увеличим так, то, естественно, нам захочется прорисовывать все на свете. Поэтому, когда мы рисуем с фото, не увеличиваем, не дай бог. Чем вот меньше, тем вы цельнее работаете с картиной. Значит, даже если такая история будет присутствовать, мы выбираем, например, с вами главную елку. Она у нас будет самая контрастная и самая светлая. Я потом вот ко всему сейчас вернусь. Вот, например, она. То есть мы ее с вами определили. То есть мы от общего к частному идем. Далее, соответственно, все, что за ней, какие бы елки ни были, они немножко более упрощенные, да, то есть мы их вот так вот как-то упрощаем, эту форму. Более однородное, однотонное и светлое будет все, что находится вдалеке. Я сейчас специально просто возьму голубой. То есть оно будет вот такое более однородное. Тогда мы разбираем картину, потому что там меньше контрастов. Контрасты самые основные будут на нашей главной елке. Все остальное мы можем так немножко упростить. Да, сейчас просто уберу это. Вот, то есть стилизованно. Например, поэтому легче всего учиться воздушной перспективе на, конечно же, что усиливает воздушную перспективу? Туман, потому что воздух становится еще менее прозрачным. Что такое воздушная перспектива? Это из-за больших объемов воздуха мы гораздо хуже просматриваем все, что находится вдалеке. Если у нас появляется снег, туман, дождь, то, естественно, воздушная перспектива усиливается, потому что мы просматриваем хуже. Посмотрите, какое контрастное дерево здесь, и насколько менее контрастное дерево там. И вообще не контрастные деревья вот там, хотя они есть.
И это нужно учитывать, даже если вы видите что-то такое. Потому что даже если мы видим что-то такое, когда художник рисует, он работает с воздушной перспективой, более прозрачные деревья там и более контрастные деревья на первом плане. Иначе не будет никакого объема, ваше изображение будет плоское. Ну, то есть здесь, например, я могу как бы 100 картинок нарисовать, но давайте какие-то возьму просто попроще, чтобы вам понятно было. Вот, например, потому что если я возьму, сразу вам с воздушной перспективой тоже скажете, что все не так. Значит, просто схематично сейчас проработаю, чтобы было понятно. Вот наши кучки. Там где-то у нас еще мы просматриваем стволы. Здесь кучка. Там у нас вдалеке идет бор какой-то. Здесь у нас есть тоже дерево. Мне всегда нужно решать, что у нас темное, что у нас светлое. Здесь есть деревья. Ну, вообще, одна зелень, непонятно что, в общем, как с ней, как ее решать. Значит, как мы ее решаем? Для начала мы всегда разбираем по тону. В случае с зеленью все сложнее, потому что если мы с вами переведем в черно-белый, фиг это нам поможет что-то решить. Честно вам скажу. Все так сливается. Поэтому в случае с зеленью никогда не поможет вам черно-белое изображение. Вам всегда нужно думать. Значит, а думать – это работать с воздушной перспективой. Понимать, что все вдалеке светлее, вблизи контрастнее и темнее. Значит, я сейчас просто прорисовываю небо, заштриховываю. Дальше, следующим по тону, я работаю с дальним планом. Для этого у вас должно быть большое количество инструментов для того, чтобы этот тон набрать, потому что здесь очень важно, если у вас будет один карандаш HB, ну вы ничего не наберете просто и все. Можно вот такими зонами штриховать, вот такими пологими. Я разворачиваю карандаш, тем самым получится как бы разный уровень зелени. Представлю это пока светлым деревом, потом разберемся. Так. Далее. Здесь у меня более горизонтальные линии, но тоже не однотонные. Там у нас отражение, бережочек. Бережочек, да. Сделаем воду посветлее, чтобы вообще было понятно, что у нас там что-то отражается. Вообще здесь все имеет некий тон, поэтому, чтобы его сразу набрать, нам легче всего его здесь какое-нибудь задать. И разбираться, что темнее, что светлее. То есть все оно не светлое. Только то, что на небе. Далее я начинаю с этим работать. Деревья ближе будут, конечно же, чуть темнее. И их зоны... Так как солнце светит, да, они и сами темнее, и они как наши шарики. Надо думать здесь в рисовании деревьев, в рисовании пейзажей, без анализа, то есть как это у нас происходит, никаких вообще ничего не получится. Будет полная ерунда. Потому что если вы возьмете просто черно-белое изображение, ничего здесь не будет. Значит, дальше у нас все, что вдали светлее, все, что вблизи темнее, да, у нас здесь. Я еще меняю обязательно штриховку и разворот штриха, то есть для того, чтобы понимать. Далее, хочу подчеркнуть наше дерево, еще выделить ветки какие-то светлые. Поэтому здесь все, что в зоне, я сразу уже делаю темным, заодно и какую-то тень рисую. И работаю с моей вот этой вот кучкой света. Возможно, как раз освещенный. Так, здесь. Освещенные листвы. Почему это дерево здесь? Оно наиболее контрастное, оно самое темное. Здесь гораздо больше всяких каких-то моментов. Поэтому здесь, безусловно, будет более темное. Но вот эти деревья, и мы сейчас к ним перейдем, да, они тоже здесь не просто так.
Вообще их можно заштриховать, здесь есть несколько способов. И, наверное, и такие белые стволы оставить, тоже будет березки. Или эти белые стволы из штриховки протереть, например, да, то есть тоже вот, например, сделать белые стволы березок внутри, когда вы заштриховали. Далее, я понимаю, что у меня все, что внизу этих деревьев, всегда будет более темное. Поэтому я здесь могу тоже дать какие-то темные участочки. Почему внизу? Потому что, как и у шарика, тени все внизу. И какие-то, может быть, даже тени здесь подчеркнуть на бугорках. Мы всегда смотрим, да, и это самое светлое, оно вдалеке, темнее здесь, и еще темнее и контрастнее вблизи. Если мы это не разберем по тону, у нас будет каша-мала, как вы видите, все зеленое, ничего не понятно. Так мы не рисуем. Плановость основное в живописности и тон. Уж никакой не цвет, поэтому зеленое, ну, как есть. Здесь можно, я могу сделать это дерево чуть темнее на фоне неба, просто разобрав его по тону. Здесь могу сделать его. И будет оно светлее, чем дальний план, например. И какие-то веточки. Я сейчас очень упрощенно рисую, то есть у меня нету там очень много времени. Тут чем больше у вас времени, тем больше у вас возможности. Солнце у нас где? Вот тут. Ну и там какой-то, может быть, у нас темный лес. Что это у нас такой план, но не самый темный. Ну вот, благодаря вот этому штриховке у нас выделилось дерево, которое здесь. У него больше всего контрастов, хоть оно и светлое, одно из, да. У него там не видно, но у него вообще тень будет. Кора какая-то там. Не забываю, что могут быть ветки, вообще находящиеся в другом направлении. Это тоже нормально. Это дает вообще реализм, а не вот это вот все только вправо-влево, вправо-влево. Ну, тут какие-то тени появляются на самом дереве. И наши кучки листвы уже на фоне неба гораздо более темные. То есть сравниваем с небом. Очень понятно и наглядно. Я рада. Вот у хвойных у них вот так могут вверх немножко расти лапник, поэтому здесь это важно сделать, чтобы передать вот эту хвойную структуру дерева. Потому что у остальных вниз растут, у этих вверх растут. И сразу будет понятно, что вообще за дерево такое у нас. Да, здесь какие-то у нас темные участки. Там деревья, тут тень падающая. Так, до чего же красиво. Спасибо. Вот. То есть я не рисую деревья, я рисую пятна. Разбираюсь в зависимости от воздушной перспективы, где они находятся у нас. Чем ближе, тем более контрастный любой предмет. Учитываю это знание и рисую. То есть если вы научитесь абстрагироваться от натуры и рисовать пятна, тем успешнее будут ваши работы. Это правда. Что художник разбирается именно с формой, с тоном, с цветом пятен.
И вот получается такая живописная светотень вдалеке, зарисовочки такие. Вот здесь может быть еще какая-то вот тень, еще какой-нибудь ствол интересный там. Вот такой он тут. Богатырь, сосна. Чем точнее вы передадите это, тем более реалистично будет изображение, которое вы хотите передать. То есть, да, здесь мы... Однозначно мой любимый эфир. Отлично. Вот видите, не зря мне инсту вернули. Шучу. Вот. То есть я, например, хочу подчеркнуть светлую листву. Да, на контакте, мы как в прошлом эфире говорили, на контакте, например, с этой светлой листвой я могу сделать нарочито более темную зону. Но, по сути, это все равно довольно-таки воздушная перспектива, довольно-таки большой свет вдалеке. То есть даже если на контакте он мне нужен вот такой. То есть здесь на контакте, чтобы подчеркнуть это дерево, я вообще могу все затемнить чуть больше, да, то есть сделать это. Мне не нужна эта полосистость. Я здесь затемнила для того, чтобы мне показать, что у меня дерево там такое вот. Вот. А здесь и как раз заодно и вот эти деревья на этом плане у меня тоже стали, то есть... выраженные, например, благодаря этому. То есть я подчеркнула заодно тень и вот как бы все доработала. И здесь у меня то такое, то такое. Ну, то есть стараемся разнообразить. Где-то, может быть, более теневой фрагмент. Вот, где-то взяли, там, протерли. Ствол светлый светится, например. И стараемся, чтобы они были разнообразные по участкам. Все, объединилось это с этим. Здесь сделали к этому дереву, да, тоже, может быть, по низу. Ну, вот подчеркнем его. А тут такая, знаете, такая девушка, березка, и тут у нас такой дуб, сосна такая. Вот, к ней знакомиться идет, не знаю. Ну, в общем, вариаций много. То есть вот у нас здесь свет. Форму мы подчеркиваем тенью, какой-то тенью еще здесь. Здесь может быть сам ствол темнее. Вот. Что-то такое, в общем-то. Вот. А суть, понятно. Чем, конечно, хвойные и более выраженные по форме деревья, они всегда симпатичнее, чем молодые, честно скажу. Вот, поэтому это рисовать всегда интереснее. То есть, чем взрослее дерево, тем интереснее его описать. Поэтому тоже рекомендую на это обратить внимание. Красивая история получилась, спасибо. Значит, это вот, то есть, вне зависимости от того, что вы видите, что здесь куча мала, пока вы не разберете по тону эти все объекты, что самый темный у нас вблизи, да, что у нас вдалеке свет. У вас будет, если вы сделаете одинаковым по тону, как здесь, все, не будет глубины работы, не будет плановости. Подпись рисуйте. Ну, она как это, добавление композиционное. Значит, далее, давайте посмотрим, сейчас мы... Да что-то он меня сегодня вообще не хочет точить. Ну, это нехорошее. Может, уже все? Может, батарейки сели. Ну вот. Без точилочки я вручную буду, как по-старенькому. Значит, допустим, да, вот это. Далее. То же самое, например, вот здесь. То есть мы знаем, что у нас плановость там какая-то. Очень легко разделить деревья. То есть у нас есть с вами дальний план, он однотонный. Здесь, например, у нас светлое дерево какое-то. Давайте у нас будет желтым.
Значит, у нас одно дерево. То есть мы, прежде чем рисовывать все эти деревья, как, то есть каждое, давайте надо разбираться всегда с плановостью. Вот у нас есть сектор дерева. Значит, далее у нас, то есть все равно эти более контрастные. Тут мы можем тоже разделить на деревья общей массы. Структурно. У каждого из них, видите, свет, средний тон, тень, собственная тень. Далее, каждый из них является какой-то такой большой кучкой. Вот. И у каждого из этой кучки, да, мы видим, что свет, средний тон, тень. Когда разделяем, это видно очень хорошо. У дороги тоже. Значит, у каждой из этих, если у вас есть время, вы можете разобрать еще на сектора. То есть вы понимаете уже, как это. Далее у нас есть деревья темные, они нам подчеркивают все остальное. То есть вот они темные, они еловые, у них ветки вверх направлены. Можем еще к этому желтому, например, присоединить вот этот вот свет. То есть и вот это вот, то есть у нас есть с вами плановость, у нас есть с вами контрастность, которая нам подчеркивает деревья. И у нас мы с вами можем разобрать. Пока мы не разобрали на зоны, не разделили, и мы не можем, охватить все разом, да. То есть мы с вами с этим разбираемся. Здесь воздушная перспектива абсолютно так же. Вот если у вас есть воздушная перспектива, еще легче. То есть нам нужно работать с пятном, то есть разбираться, как формируется пятно. Вы структурно можете это делать гораздо... Не надо прям все детально. Вот я представила, то есть, например, у меня вот этот вот светлый, и это какой-то основной вот такой вот, да, фрагмент. Здесь еще один. Далее здесь светлые, то есть я разделила. Дальше вот тут. Эта дорожка уходит сюда. Здесь у меня такое дерево светлое, но с темной кроной, светлое. Далее у меня здесь темные деревья. Сейчас. Так. И тоже здесь такие темные. И вот здесь композиционно у меня какой-то светлый. Тут можно даже прям листики прорисовать, если это какая-то ближняя. Я сейчас просто, опять же, используя какой-то инструмент такой, заштрихую это побыстрее. Получится. 4Б. Я уже стерта, уже который карандаш, как говорится. Стираю все. Значит, здесь у меня... дальний план. Но здесь это очевидно. Но мы вот все время, когда очевидно, вроде бы как бы... все не рисуют не тоновые эскизы такие. Ну, зачем я это все знаю? Можно его вообще выделить. Вот он будет светящийся, например, это дерево. Каждый из этих. И вдали у нас светлее. То есть здесь все светлое. То есть мне сначала нужно дать какой-то тон любому. То есть здесь нету чего-то прозрачного. Мы все время забываем, что как будто бы кажется, что прям совсем. У нас самое светлое это обычно, вообще 1-2 предмета. То есть все равно какой-то есть тон. В акварели будет то же самое. Это первая наша заливка. Мы на ней даем тон. Ничем от графики не отличается. Моя вечная проблема — детализация, которая по итогу похожа на какой-то сумбур. Но я учусь, все ваши эфиры пересматриваю с самого начала. Помните, детализация убирает реалистичность. Если хоть... то есть, смотрите, зачем вам вредить самой себе? То есть, если вы запомните хоть раз, что реально детализация излишняя убирает реалистичность, гиперреализм, там свои законы, но на базовых этапах давайте все-таки работать. Тогда надо работать с педагогом-гиперреалистом, там есть свои правила.
Там, кстати, тоже все равно есть воздушная перспектива, обобщение, и без этого никуда. То есть даже если вы потом своей там стезей выберете рисовать более реалистично, или там гиперреалистично, но вам без вот этих вот базовых знаний вообще никуда. То есть все то же самое будет. Далее, я, видите, с каждой кучкой работаю, даю ей средний тон. Убегая в детали, мы теряем самое главное. Поэтому общую структуру. Для меня такую одноцветную работу легче разложить по тону, чем многоцветную. А может быть, ну, она не одноцветная. Здесь вообще-то много зеленого. Она не одноцветная. Это мы с вами как-нибудь обязательно сделаем эфир и поговорим. Здесь есть все цвета вообще-то. А в тенях зеленого есть красный. Сейчас я на этом не буду останавливаться, но вообще в зеленом это не то, что не одноцветное, это настолько многоцветный, что... Но нужно этому учиться, понимаете, чтобы раскладывать по тону. Начнете с самого простого, потом дальше, 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 дальше. А откуда оно? Само, что ли, там проявляется? Никто за вас ваши работы не нарисует. Вот. Здесь структурно можно и какие-то листочки подчеркнуть, формы. Я сегодня много, видите, рисую с вами много. Просто чтобы показать. Но я правда люблю рисовать деревья, поэтому сегодня много. Графики. Вот. И здесь у нас стволы с вами проявляются, одни из самых темных. Здесь можно, вот, кстати, такие светлые участки на фоне темных стволов тоже всегда выигрышны. То есть, если они у вас будут и вверх продлеваться. Там будут какие-то ветки, еще что-то. Опять же, чем больше у вас времени, конечно, тем детальнее и реалистичнее вы можете это сделать. Ну, как бы времени у нас немного. Я вот на каждый у меня уходит на самом деле. То есть сколько там, минут по 10-15. Да, лучше один раз показать, чем много раз рассказать. Я вообще стараюсь показывать вам постоянно, только берите. Вот. На контрасте с этими, да, зонами можно еще, то есть я сейчас еще, да, дополнительно как бы делаю контраст. Можно, безусловно, чем более у вас больше времени, графическая, более серьезная работа, тем меньше вы можете там делать, то есть больше нюансов, какого-то, каких-то переходных тонов, понимаете, то есть все, здесь уже нету там предела совершенства. Так, ветки наверх идут, потому что это хвойные. Такие вот немножко загибаются. Все равно поднимаются. Рисуйте больше, смотрите, изучайте природу, как это все в природе, как это происходит. Художник самый задающий себе вопросы человек. Он изучает и смотрит, как на самом деле что строится, как оно растет, откуда что берется, то есть где это все у нас и как. Потому что если мы не будем задавать себе вопросы, ничего не научимся делать. Потому что художник – это действительно человек ищущий. Там даже если какие-то кусты с тонкими ветками, то есть окей, но они на каком-то тоне, у них тоже там не однотонная история, да. То есть мы все равно это с вами прорисовываем. Сверху все темнее, над нами темнее.
Успела хоть к концу. Анастасия, добрый день. Очень радостно видеть и слышать тебя. Спасибо, мне очень приятно, Ира. Да, приятно меня здесь вновь увидеть. Это я, да. Я уже прям начала забывать, что у меня тут было как-то, что я так пропадала. Значит, здесь, да, у нас все-таки светлое, поэтому внутри более можем тоже какой-то свет дать, ну, какую-то тень больше. Вот эти вот наше светлое дерево, и у него какие-то проявляются там. Совсем я его таким нежненьким здесь нарисую. Более темным только к низу. Ну, что вот оно там есть вообще. Так, здесь чуть светлее, потому что глубина. Как бы не хотелось здесь по тону нарисовать так же, как там, нельзя. Потому что это более дальний предмет, дальний объект. Поэтому тут даже что-то, если есть, то оно более светлое по тону. Просто потому что оно находится вдалеке. Закон такой, воздушной перспективы, да? Никуда не деться. Дорожка у нас вблизи будет темнее, а вдаль всегда будет светлее, потому что там уже... То есть это мы здесь можем там что-то как-то заштриховать, развернуться, там, не знаю, сделать. И так далее. Да, здесь мы можем, можно вот таким способом даже это сделать, например. Затонировать зону. И, например, если хотите светлые ветки, то их прям так на этой зоне протереть. И будут какие-то и светлые, и темные. Так, здесь мне откровенно лень это уже продолжать. Я думаю, что суть ясна. Сейчас у нас тут все будет трястись. Вот здесь вот важно, если вы хотите лиственное, то тогда даже можно прям на переднем плане и сделать эти там 5 листочков своих, которые хочется сделать. Но они все-таки должны быть листиками. Есть тоже такой прием и в акварели, когда мы оставляем. И вот могут быть какая-то россыпь листков. Здесь довольно светлая. А вокруг уже все тогда будет более темное. Там еще и... Не забываем про штриховку в направлении. Если там стволы, то значит направляем штриховку вниз. Я просто разбираю с вами сейчас массивы зелени. Можем здесь такой тоже. То есть как у нас здесь это формируется. И вокруг этих светлых листиков. Здесь может какая-то вот такая ветка прям близко к нам. Ну, к примеру. Прям в кадр лезет. Мы ее тоже с разнообразными листочками. И там много-много-много-много веточек дальше. Ну, образно говоря. Вот. То есть, смотрите, мы с вами с воздушной перспективы нарисовали вот такой вот романтичный, там, прозрачный лес практически, да, какой-то там со всеми какими-то, с таким настроением, атмосферой, дерево у нас светится издалека. То есть, все это мы сделали, да, то есть, я даже могу. Вот, поэтому
Мы с вами сегодня, смотрите, сколько. Аж структурно нарисовали. То есть, по сути, сколько времени на это надо? Не так-то и много. Берем и разбираем. Вот сидим и разбираем. По тону. То есть, все, что кажется зеленым, оно у нас не просто зеленое, оно все разноплановое и разнотонное. То есть, мы не можем вот сюда сделать такой же темный, как здесь. Там всегда будет светлее. Такие живые работы прям дышат. Спасибо большое. Это, конечно, это все просто про любовь. Я их не тюкаю, видите, я рисую их. Давайте последнее, что мы тут, елочку с вами нарисуем. Ну, потому что, ну как? Какую-то надо выбрать. Давайте вот эту маленькую елочку. У нее хорошо тут по тону просто, поэтому она вокруг, она сама светлая, а вокруг нее все темное. Поэтому я сразу буду рисовать это темное вокруг немножко. Могу. Давайте поменьше. Вот. И у каждого, например, этого снежочка, у него тоже есть какой-то тон здесь. То есть у снежка есть легкий тон, и вот здесь есть веточки в елочке внутри. То есть без графики у нас вообще никак. Да, про любовь. Конечно, рисование – это же про любовь. Ну что вы, друзья. Вот. У каждого этого снег – это что? Это же просто светлый объект с определенным тоном. Да? Вот мы с вами здесь. И более темные веточки внутри. То есть есть какой-то тон, который и определяет. Вот. А вокруг тут все достаточно темное. То есть что в данном случае, если хочется эту пушистость создать, то вот этот вот контур, он должен быть не супер ровный. То есть вот он такой у вас пушистый. Так. Сейчас просто зима, и как бы мне кажется, что на елочках тренироваться будет классно. Поэтому да. Тоже работать с тоном. Я хочу, чтобы вы полюбили графику, потому что вот этот вот есть момент, типа, ну вот акварель, да, а графика нет. И в итоге я вижу тех, кто уже акварельными инструментами владеет, а рисовать им дальше мешает то, что они как бы графику, ну то есть самое главное, скелет, они как бы им пренебрегают. И в итоге получается, что сами того не зная, очень многое теряют. Никакой даже живописец, да, не только график, как он не может без разбора по тону, без разбора формы, ну, как бы. То есть здесь у нас, да, все равно, хоть и темное вокруг, но у нас все равно с вами там. Маслом я совсем не работаю сейчас. Я работала, делала даже копии на заказ картин. А зачем мне работать маслом? Ответьте мне на вопрос. Мне непонятно. Чтобы что? Это как... А вы не любите яблоки? Что, совсем не любите яблоки? А почему вы не любите яблоки? Ну, не люблю я яблоки. Ну что, я их как-то смогу полюбить, что ли, от того, что вы мне задаете этот вопрос бесконечный? Зачем мне любить яблоки? Окей. Это любимый эфир, когда природа на нас влияет. Смотрю с улыбкой, прям так тепло. До этого все, что рисовали, такое бездушное, каменное. Ну, я не сказала бы. Вы знаете, это просто я люблю также и природу, и я бы не сказала, что бездушная каменная. Для меня вообще, я же как инженер, да, и мне всегда очень большой моей любовью это вообще вот, не знаю, проектирование чего-либо, потому что, мне кажется, это столько души, столько труда и столько души в этом, что, ну, зря вы так. Если вы лично не чувствуете, это нормально, но просто не надо, как бы, ну, тогда не за всех. Да? То есть не что бездушное и каменное, а как бы, ну, просто для меня этот эфир
например, интереснее. Так можно сказать. А как бы обидеть любовь других людей, наверное, неправильно, да? Давайте быть более терпимыми и уважать других. Спасибо за вдохновение. Сегодня возьмусь за деревья карандашом. Прекрасно. Я рада. Так, у нас здесь, видите, и просветы темные такие в данном случае. И все равно у нас тон вот да, то есть вот этот вот тон, его никуда не деть. Можем там себе темненькие. Вот такой у нас. Бусы повесили, встали в хоровод. Весело, весело, встретим Новый год. Так, сейчас не потеряться, где я тут. Вот здесь. Какие-то там еще палочки, веточки. Вы так прекрасно рассказываете про работу с акварелью. Хотелось такие же эфиры про масло. К этому был вопрос. Поняла. Нет, я рекомендую вам Станислава Брусилова по маслу. Он мастер. И рекомендую. Он вообще очень хороший педагог. И он тоже очень интересно рассказывает по маслу. Знаете как, у нас, у врачей, значит, я говорю, художник лечит человеческие души, врач лечит тело, художник лечит души. Так вот, у нас, у художников тоже есть разделение. Вы же, когда хотите горло полечить, вы к лору идете, а не к хирургу. Вот, так и здесь. То есть вы хотите там по маслу, идите к маслянисту, он вам подскажет. То есть тот, кто работает в этой профессии, да, правильно, по специализации. Потому что художник не обязан уметь рисовать все во всех одинаково качественно. Это неправда, это не так. Поэтому очень важно ходить к разным преподавателям, все прекрасно рассказывают, есть профессионалы огромные своего дела, вот, каждый просто занимается своим направлением и может в нем дать более качественную информацию и рассказать. То есть я как бы не буду вам советовать что-то по маслу, тем более, кроме как вот педагога. То есть посоветую вам хорошего специалиста в этом направлении. Это важно. Так. А как бы выглядело в акварели в последовательности? Ну как, сначала я вот это вот все заливаю, здесь добавляю вот этот средний тон, потому что светлый у меня, ну то есть несколько тонов. Далее делаю темную, от светлого к темному. Просто я сейчас рисую сверху вниз, чтобы, ну, как бы экономить время. Меньше его тратить на... Так. Трекс, фекс, пекс. Ну, я сейчас так, грубо говоря, так образно там что-то делаю. Мне это не нужно, я не рисую там деревья. Мне, сами знаете, для чего это надо. Только для того, чтобы нашу елочку, нашу дорогую, да, ее как-то выделить. И чтобы она у нас засветилась на фоне всего. То есть мне, в принципе, все остальные деревья, мне на них все равно. Они мне не для этого тут нужны. Я не хотела обидеть, это, конечно, мое субъективное мнение. Архитектура прекрасная, не спорю, ее создает человек, природа, она сама по себе уникальна. Ну, это вы очевидные вещи говорите, это и так всем понятно. Просто здесь и важно, что когда мы высказываем, ну, я позанудствую, с вашего позволения, когда мы высказываем свое мнение, очень важно, это я вот вчера об этом говорила, очень важно быть
внимательным и не думать только о себе, да. В этот момент можно сказать, по моему мнению, или я считаю, для себя мне это не подходит, или мне больше нравится природа, нежели архитектура. А высказываться, что как бы вот сейчас эфир живой, а по архитектуру все мертвое, это вы слишком обобщаете и как бы можете обидеть этим другого человека, для которого это большая любовь. Почему мы так мало думаем о том, как, ну, вообще о других людях? Почему настолько все равно, как бы, не знаю. Я вот в первую очередь, прежде чем что-то сказать, думаю всегда, ну, а могу ли я обидеть кого-то, зацепить чьи-то чувства? Ну, меня так воспитывали. В первую очередь подумать, как это будет, ну, звучать, проиграть это в голове, потом уже внимание. Ну, и поэтому я также не понимаю, когда в мою сторону, например, человек, ну, то есть говорит, а потом такой, ну, я просто не подумал. Ну, да, легко, но не подумав, как бы это же никак не оправдывает. То есть, знаете, сказать какое-то обидное слово, а потом, ну, что ты обижаешься или там, ну, я вообще не подумал. То есть такое ощущение, что это индульгенция на там хамское поведение. Вы же понимаете, что это не так, не в данном случае, а вообще в целом. Да, поэтому я здесь немножко, ну, как-то, мне всегда кажется, что важно учитывать этот момент и говорить с позиции «я», то есть с позиции «для меня». Для меня это не, мне это не подходит. Это нормальный отказ. Иначе это, знаете, это как, например, с картинами. То есть можно сказать, например, «я не люблю Малевича, но я считаю, что да, он, там, не знаю, великий художник, потому что я читал историю, и я как бы уважаю это». А можно сказать, типа, Малевич там такой-то, написал какую-то ерунду, и вообще этот черный квадрат. Это говорит о вас только как скорее, как не об образованном человеке, как минимум не совсем тактичным. То есть нужно понимать, как бы, как формулировать, да, мы просто говорим, как формулировать свою мысль. Можно сказать от позиции «я», что да, мне это не подходит, но я не обесцениваю. А как бы говорить за всех, что это такое-то или это сякое-то, это часто просто обесценивание всех остальных, понимаете? Поэтому в данном случае у нас с вами, да, тут так ярко на втором плане. В данном случае можете нарисовать чуть светлее. Когда у нас идет, у меня здесь не картина, я сейчас поясню, это важно. Если я возьму и приближу и буду рисовать только это дерево, оно у меня будет очень контрастное. Если я буду их рисовать все в целом, то тогда я буду учитывать воздушную перспективу. Это важно. Я сейчас рисую просто одно дерево. Мне вообще все равно, что там сзади. Может, это черный фон. Я просто подчеркиваю этим фоном то, что я вижу. Все. Поэтому тут я не стараюсь думать о воздушной перспективе, потому что это не деревья сзади, это не плановая картина, это просто одно дерево, которое я отрезаю тоном от всего остального. Это важно учитывать, да? И вот если белое и белое соединяется, оно здесь никакой там не имеет никакого просвета. Так. Да. Поэтому у нас с вами, видите, тут еще и такая и просветительская деятельность, и всякое разное. Значит, вот у нас что это, да, зелененькие наши веточки. Просто тени, просто тени. Здесь довольно темные внутри, но сначала все равно есть тон у объектов. И вот наша елочка. Такая она у меня немножко налево завалилась. Ну, могу ей вершинку вернуть в нужное русло. Махнуть, не глядя. Протереть. Если это графит, вполне себе нормально можно это сделать.
Так. Здесь тоже немножко потерялась. Можно вернуть. А здесь что она у нас? Несмотря на снег, она темнее, чем зона, да, на которой она лежит тут с тенями. Так, мне главное сейчас закончить это. У меня сегодня еще столько мероприятий нужных, а я никуда не успею. Так что это я сейчас не к тому, что просто эта елочка будет на сегодня завершающей. Потому что я могу увлечься, и мне нужно себя саму немножко иногда восстанавливать, потому что я увлекаюсь. И тогда все, пиши пропало. Никуда не уеду, все меня потеряют. Так. А у меня еще большие планы. Значит, чтобы вам не казалось, что деревья это что-то такое, без разницы дерево, я рисую пятно. Просто мы называем его с вами елочка, чтобы понимать, о чем мы разговариваем. Но я как бы все равно предпочитаю говорить, что я рисую пятна. Пятна разной формы и тона. Вот наши кучки, да, их здесь прям хорошо видно, все наши кучечки. Здесь довольно темно, потому что это передний план, он такой у нас контрастный наиболее. Очень милая елочка. Да, она такая, знаете ли, получилась. Уютненькая. Так. Ну и здесь у меня тоже, да. До кучи тень, конечно же, не забываем. Какие-то такие моменты. Вот здесь я потеряла тень. Ну, объем небольшой. Тут у меня темнее, ну, чтобы подчеркнуть. И вот здесь, конечно же, потемнее. Так, ну буквально сейчас 2 штриха, тон. Ну и смотрим, как тут все в целом, в принципе, собралось. Ну вот такая вот она у меня, такая вот по форме получилась. Ну здесь может что-то быть это, но здесь будет просто подпись, поэтому... Поэтому композиционно все впишется. Да, спасибо большое, было очень интересно. Я очень рада. Ну, здесь можно, если хотите, какой-то тон там дать при желании тоже чему-то вдалеке, чтобы немножко так это как-то, в общем-то, сгладить чисто. Чтобы не сразу было очень контрастно, какую-то такую даль добавить. Вот, мы с вами сегодня прям много постарались, потрудились, накарандашились по полной. Столько елок и всего. И вот видите, насколько важно работать именно с тоном и с формой. И тогда будут и ваши деревья все на деревья похожи, и не будет вообще никакого диссонанса в этом. Так, сейчас переключу на себя, как раз договорю немножко.
Надеюсь, что все сохранится. Так, у меня тут бардак на подоконнике. Творческий. О, это вот я обычно после графики. Все лицо изрисованное. Так что... Так. Спасибо большое за эфир, очень вдохновляет, с кучей полезности. Очень рада, жду с нетерпением новогодний мастер-класс. Да, Динара, у нас, как сказать, никто даже не знает о новогодних мастер-классах, потому что они закончились ровно в тот день, который появились. Вот. Так что там, да, там будем новогодние рисовать настроение. Ну, вот здесь хотя бы у нас елочка такая припорошенная получилась. Вот. Спасибо большое. А если у вас есть вопросы, то задавайте. Можно сейчас, я готова ответить там в ближайшие 10 минут. Если уже все, то тогда завершаю эфир, и мы с вами на графике закончим. Ну и останется один перед Новым годом, ну такой бонусный. Все, графика – это любовь. Так акварель же графика. Вот все то, что мы делаем, в чем смысл, да? Мы работаем от светлого к темному в графике. В масле мы работаем не так. И здесь, если мы свет, это вот наша первая заливка. Дальше то, что я делала, все темнее и темнее, мы абсолютно делаем точно так же. Все действия абсолютно такие же. То есть, как бы... Это настолько непосредственно связано, больше, чем вы даже можете подумать. Поэтому здесь абсолютно, потому что мы работаем с бумагой. В графике самое светлое – это бумага. Поэтому акварель и является графической техникой. И так как она работает на бумаге, и самое светлое, по сути, бумага. Бумага используется. Нет, безусловно, там графика и пастель считается, но я бы сказала, пастель – это больше живопись. В общем-то, суть как бы в том, что мы здесь не используем белый цвет. И белый цвет мы обходим, оставляя его. Соответственно, в акварели мы делаем то же самое. Поэтому я вас не учу чему-то другому, что вы не можете подсоединить. А это 100% именно то, что и нужно использовать для того, чтобы работать с акварелью. Потому что точно так же самое белое – это бумага, как и в графике. То есть вы штрихуете, в отличие от масляных техник, от пастельной, да, техники и так далее, когда мы добавляем светлые оттенки. Здесь самое светлое – это бумага, и нам нужно учесть и ее оставить. И поэтому мы действуем, все, добавляя тон. То есть наша первая, вторая, там, третья заливка, либо сразу, если можем, то за раз, вот как я сейчас. То есть в целом абсолютно все как бы логично. Благодарю за эфир. Я тоже вся в граффити рисовала за вами, успела наполовину, но все равно довольна. Отлично. Ну, граффит всегда, да. Классный эфир, спасибо. Спасибо большое, так шикарно и быстро родилась ваша графика, словно проявили черно-белое фото. Спасибо большое. У меня опыт в графике 10 лет до акварели. Так что в акварели 7 лет, и получается где-то 17 лет. Так что, ну, оно, знаете, ты когда просто смотришь уже на штриховку тех, кто давно в этом, она просто на автомате получается там уже своеобразная, со своей стилистикой. Поэтому я штриховки честно не учу, потому что она у меня уже такая наработанная своей долгогодичной практикой. Вот. Но суть не в этом. Самое главное – это прорабатывать именно видение тона, общей формы, потому что нет деревьев, нет людей, нет ничего. Есть пятна для художника, есть пятна разного тона и формы. Чем точнее вы будете их определять, какого цвета, какого тона в конкретный момент времени, какой формы в конкретный момент времени, тем точнее вы сможете передавать то, что вы видите. Мы говорим, опять же, про реализм с вами сейчас, да, вот. В других направлениях там как раз идет ломка формы, ломка тона, там ломаются цветовые сочетания, и как раз на этих всех изломах и проявлялись новые техники, новые направления в живописи и вообще в различных, да, направлениях искусства. Поэтому об этом тоже можно говорить вечно, поэтому, ну, в целом вот так. Ну что ж, видимо, все. Так что я завершаю. Рисуйте с удовольствием. Жду от вас деревьев
елочек и так далее. Перед Новым годом обещаю, что выделю время до Нового года, обязательно проверим все ваши наработки по невредным советам в ВК, в группе. Так что вы выкладываете туда, да, я, к сожалению, не успеваю это делать очень часто, тут, видите, тоже все активное время, горячее, много всяких проектов, доделываем много всего по Кустово Travel к Новому году, сейчас запись новых курсов в школу, там очень-очень много всего, и, конечно же, я все, что обещала, сделаю, просто иногда это требует больше времени. Так что спасибо вам большое, спасибо всем, кто присоединился сюда, даже не в основной аккаунт, нас все равно сегодня было много, я считаю, вот, поэтому очень мне приятно, вообще спасибо вам за ваше тепло. Давайте я вам отдаю знания, вот, у нас это с вами творческий обмен, вот, вы даете мне тепло, я вам даю знания, тоже тепло и любовь, так что обмениваемся с вами очень приятными вещами. Вот, спасибо огромное за вашу работу, очень ценно и вдохновляюще. Спасибо. Спасибо вам, друзья, хорошей вам недели, хорошего дня. Все, пока-пока. Надеюсь, сейчас все сохранится.